Так, кстати. Мгм. Так. Так. Оставь мир позади. Вот. Так. Здорово, Гудзон. Привет. Так, сейчас я стримчик подрублю, точнее, оповещение подкину.
Так. Блин, сейчас какая-то дичь творится с Телеграмом и с этим WhatsApp'ом, просто лютый трэш какой-то. Мгм. Так, все. Окей. Так, погнали. Блин, телега вообще не работает, WhatsApp не работает. Ничего не пурычит, ничего не пашет. День такой, день, да. Так. Окей. After eons. Ион. Я вот думаю, знаете, о чем? А вдруг идет плавная блокировка от всяких разных вот этих вот социальных сетей, и они решили начать вот с WhatsApp, этих телеграммов. Блин, через VPN туда заходить там прочее вообще как неудобно. Я вообще не люблю пользоваться VPN. Я хз. Я даже этим сраным телеграммом из-за этого по сути-то не пользуюсь. Понял, путь один. Ладно, пошли. Побежали. Нас ждут шахты. На Майнкрафт что будем сейчас?
Сейчас потихоньку кое-какие эти происходят, так сказать, волнения на улицах здесь, по крайней мере, в Якутске. Окна бьют и все такое. Там гостям из этого, из Узбекистана, которые держат там ларьки, фрукты, овощи и там прочее. Вот. Сейчас вот этих вот ребят кошмарят. Да. Ну там, короче, не знаю вообще подробности этой истории, что там случилось вообще. А в новостях типа все тихо. Ну, сейчас, да, везде и всюду вот по мессенджерам, Телеграме и так далее. Вот люди только ближе к обеду опомнились и подрубили VPN, и такие типа вдруг опа, все заработало, и начали общаться между собой. И там полезли всякие разные новости. Ну вот сейчас я говорю про мессенджеры типа Телеграма и Ватсапа. Везде говорят, что такая-то типа причина, но официальных заявлений там типа вот не было ни от кого. Поэтому всяким разным этим вещам верить не стоит. Там, короче, ползли слухи о том, что это, скорее всего, Генпрокуратура сделала России. И Роскомнадзор также там пока еще ничего не сказали. Привет, енот, здорово. Да. Здравствуй. Рад видеть. Ну и в общем, непонятно пока. Никаких официальных заявлений по поводу всех этих блокировок не было. Поэтому стоит ждать. Palworld выглядит великолепно. В смысле? Блин, я не поменял игру? Серьезно? What the fuck? Ну я, конечно, как всегда. Ну да, я как всегда. Ладно. Не, ну Palworld сегодня будет, да, будет. Я, в принципе, если вспоминаю про Palworld, то хочется туда ворваться снова, да. Посмотреть, как там моя колония, плантации, карьеры. Да. Ну, в общем, сегодня день такой, весьма такой. Напряженный. Непонятно, что, кого. Прошел я коротенькую новеллу, прикольно, от которой где-то хрень. Килит всех. Да, проблемная тема, конечно. У нас более на моей родине сейчас вроде более-менее, но помню, эти национальные банды, блин, ходила молодежь, бычилась, причем сидишь в кафе спокойно, заваливаются группы таких молочек и давай цеплять санатора Алый Шар. Прикольно. Блин, надо будет как-нибудь где-нибудь записать. Потом как-нибудь напомнишь мне, когда я захочу пойти на новеллу. Ну, я вообще не знаю подробностей, как это вот случилось. Как вот случилась поножовщина с участием вот этого вот парня 24-летнего, или сколько там ему лет было. Саха. И как вот эти вот узбеки его зарезали. Но не знаю как точно, но короче, в общем, вроде как на стрелку забились, пришли и прямо на стрелке его, ну, как бы это, порезали парня этого. Короче, видать, какая-то типа
чушпанская тема произошла, так сказать, на волне вот этой вот штуки из слова пацана. Ребята воодушевились и решили стрелки устраивать друг другу. И вот результат. Пишу аккуратно. Понял. Прокомментируйте, пожалуйста, последние политические события. Но никак не могу прокомментировать, разве что только вот поделиться с тем, что вот знаю. И всё. А там, блин, вот знаешь, вот реально сейчас вот не стоит ничему верить того, что происходит. Потому что говорят в соцсетях, и нужно прям что-то дерьмо проверять. Оно не то. Как оно на самом деле там, непонятно. Крайне непонятно. Но факт остается таким, что да, мессенджеры заблокированы. В Якутске происходит волнение на улице. С утра были какие-то митинги несанкционированные, и бобики там начали людей цеплять. Также какой-то хер призывал и собирал группу, чтобы собрать себе подписчиков. Там митинги там и так далее. Там. Ну и в общем его тоже поймали. И он сказал, что канал будет удален. Типа не ходить и туда-сюда. Ну короче такие. Ну все в основном вот эти вот причастные к этому люди, это ну, молодые ребята. Лет так, ну наверное подростки и до 25 лет. Вот такие вот ребята. Зато Twitch не заблочили. Ну и YouTube, кстати, работает, слава богу. Я в 90-х настрелся и сам побыл, что-то уже нет романтики. Ну, взрослый уже, ну и, соответственно, в этом давно никакой романтики нет совершенно. Ну, это совершенно тупая, типа, тема вот с этим. Тут только полные идиоты всем занимаются. А, кстати, а огонь-то 2D-шный, оказывается, я только обратил внимание. Ну как же он качественно сделан вообще. Огонь норм, да, хороший. Не, сам сериал-то хороший, кстати, вот слово пацана, но просто, понимаете, люди, у которых, ну, низкий IQ и, ну, там, которые, ну, не знаю, что у них забито в голове, они, в общем, такие, типа, ребята, вбиваются в группы и там прочее, но они слишком сильно социально зависимые ребята, и поэтому они такие, о, типа, вот будет нашей темой, давайте колотим группировку, вся хуйня, и понеслась, короче. Да, ну, сериал-то вообще не об этом, там реально говорят все как есть, по сути. Там одного чела просто и убили, по сути все мертвы, и в этом нет ничего хорошего, просто максимально идиотская тема со всей этой херней. Чисто, ну, придурки фанятся, а по-другому не умеют. Ну, в то время-то еще понятно, да? Тогда интернета не было, и развлечений было мало. А сейчас-то, блядь, нахуя этим заниматься? Ну-ка, сиди в ТикТоке, раз уж у тебя мозгов нету, ну, серьезно. Ну, ебаный в рот, ну, блядь. Нахуя сейчас этим занимается, я вот реально понимаю. Тогда-то еще ладно, типа... Ну, вообще, типа, палками стрелялки играли, типа... Типа, убит, а он такой, типа... А, у меня бронежилет, вся хуйня, блин. Пиздец еще. Ну, сейчас время такое, камон. Насилие уже в норме. Но это нихуя не норма. Если кто-то говорит, что насилие это в нашей общественности норма, то это, ну, блядь, не надо принимать его слова как норму, блядь. Какой-то хуев инфлюенсер сказал, типа, то, что насилие это норма, да пошел нахуй. Ну, типа, реально. Все новости про насилие же. Но они просто отражают
факт того, что происходит, ну, и, соответственно, блять, ну, типа, новости это новости. Как они, думаешь, типа, просмотры себе набирают? Они, наверное, еще и приукрашивают кое-какие моменты. Просто про другой человек не будет смотреть, это же, ну, гипнотизирует. Это как смотреть на щипящую на тебя кобру, типа, так сказать. Новости про что-то хорошее, там прочее, скорее всего, особо просмотра не набирает. Ну, видимо, такие вот исследования провели эти люди из СМИ, и поэтому они такие больше цепляют какие-то ебанутые истории, в котором, блять, охуеть, там какая-нибудь мать-психопатка убила своего сына младенца и что-то в этом роде. Ну, всякую хуйню подобного рода они публикуют, но очень редко ты вот прям услышишь какую-то классную резонансную историю о том, что вот случилось что-то хорошее. Единственное, что было типа из последнего, что я знаю, ну типа около хорошего, хотя бы просто как достижение, это то, что пацан 13-летний побил Тетрис. И все, блядь. Пиздец. Ну, как бы. А на самом-то деле много чего интересного, хорошего происходит на самом деле. Ну, просто об этом не говорят. И, ну вы поняли, короче. Так. Ну, прикол этого сериала в том, что там бандитская жизнь до счастья не доведет. Ну да. Так. Все новости про население, и все думают, что население тоже порядок вещей, пропаганда. Не, просто... Это вот знаешь, как дела обстоят... Вот давайте самого простого. Вот, к примеру, Souls-лайки, да? Давайте, чтобы не отходить от игровой темы. Souls-лайки. Сейчас вот эти вот сраные игражуры, такие как XCBT, там стоп-геймы и даже вот полезный бес, я его тоже игражуром, пожалуй, считаю, потому что он, блядь, такие доебы делает вообще ебаные, что просто охуеть можно. Вот, к примеру, вот эти вот вышеописанные люди имеют большое количество подписчиков и тому прочее. Привет, Борис Бирюков, здравствуй. И они, в общем, цепляются вот к этим вот Souls-like играм за то, что они являются копиркой тех же самых Dark Souls и тому прочее, да? Они просто такие берут какую-то давнюю общепринятую общественность, ну, общей массы людей норму, они просто давно уже эту херню толкают, и им типа норм. И они как бы это делают уже из 2000, не знаю, 15-го там года, или когда там еще там первый Dark Souls вышел. Они, в общем, какую-то старую херню вот эту вот продолжают толкать о том, что это просто копия той игры, типа очередная копия, очередная там какая-то там другая игра. Но по сути это уже, ну, жанр. Реально. Это уже жанр. То есть механика конкретно данного жанра, это вот типа вот костры, механика смертей, там где ты теряешь всю валюту, которую накопил, и там прочее и так далее. Ну и хардкорность вообще прохождения подобных игр. И прокачка у костра, и вот это вот все, короче, вот это вот все, это вот реально уже, ну, из одной игры идет в другую игру. Это уже реально стало жанром. И поэтому, ну, короче, вот, внимайте, вот эти вот все ребята, которые вот из этого кучки игражурства, вот это вот все, они говорят, что игра там просто плагиат. Все это говорят. Вот эти вот игражуры. Но они просто уже, не знаю, не могут посмотреть под другим углом на всю эту хуйню и сказать, что это просто жанр, и все. Они просто любят доебываться до таких глупых вещей. Я к чему это все вот говорю о том, что вот про что я там читал. Вот то, что вот насилие это в порядке вещей. Просто это где-то вот, наверное, какой-то хуй заумный
там философ или может просто какой-то тупой инфлюенсер, опять же, или какой-то там, не знаю, актер и так далее, просто сказал о том, что да везде и всюду насилие, насилие это деньги, люди это любят и там прочее, вот это вот всю хуйню прогнал с максимально умным ебалом, и люди такие, ну согласен, так и есть, да. Но не будет человека такого, который просто скажет, что, блять, ну, смотреть на вымышленное насилие, там, типа, в кино, в играх и прочее дерьмо, это, да, это весело, но, блядь, никак не в жизни, блядь, просто не будьте придурками, не повторяйте этой херни, типа, и что-то в этом роде. А то, что, вот, типа, насилие это норма, нет, это не норма. Это просто смотреть и играть весело в это, там, в каких-нибудь вымышленных реалиях, но никак не в жизни. Почему этого, ну, никто не может сказать или что-то в этом роде? Ну, скорее всего, говорят, но почему-то все вспоминают вот это вот тупое выражение, что насилие это в порядке вещей, это норма. Это наше общество, типа. Да идите нахуй, реально, с такими словами. Хуйня полная, блядь. Надо просто сказать, блядь, ну, сука, просто не надо так жить. Все привыкли просто. Я не знаю. Не, ну просто реально стоит отличать насилие в развлекательных целях, да, и насилие в жизни. То есть не надо принимать там вот это вот как бы бывают такие особо впечатлительные люди, которые перенимают поведение там и вообще какую-то вот, блять, хуй знает, философию, да, наверное, того или иного персонажа выдуманного. Или просто зачастую, опять же, берут как ну, в художественных целях рассказ о каком-нибудь ебаном преступнике или маньяке. И такие типа, ну, блядь, охуенно он, да, прикольно, он зарубил этих женщин, и вся хуйня. И потом это ведь все как-то, ну, хуй знает. В маленьких мозгах людей находит свое отражение. Они такие, блядь, а он смог, он типа свои вот эти вот безумные какие-то идеи, мысли решил принести в жизнь. А чё я так не могу, типа? Вот, конечно, блин, такая тема в том плане, что ну, это от воспитания, правда. Просто не было человека, который, типа, не мог бы объяснить человеку просто то, что, ну, блядь, не будь ебанатом, ты чё, просто этого не делай. Это все вымышленно. Ну и потом в этом фильме рассказывают о плохом человеке, который типа, совершил плохие вещи. Ну, кстати, еще также зачастую бывают такие фильмы и сериалы, в которых вот эти вот маньяки и прочие преступники показываются не то чтобы как положительные персонажи, а как, ну, персонажи, которым стоит сопереживать, типа, и так далее. Вот это вообще полная хуйня какая-то. Ой, бля, как их много. Джокер, ну, типа того. Так, что там происходит?
Не, Гудзон там, по-моему, тот узбек из этого. Ну, он реально, типа, с гражданством российским. Но просто тут опять же, да, как бы масса людей взяла и поверил в какую-то определенную версию того, что это все сделали люди определенной нации и приезжие, типа, конкретно. Ну, то есть, там никаких подробностей там не было. Скорее всего, возможно, там что-то вот чисто личное было, да, между этими двумя, там, как конкретными людьми и там прочее. Или, скорее всего, вообще там, опять же, случилась штука из разряда слова пацана. Но тут решили, как бы, все люди придраться лишь к нации. И всё, понеслась, блядь. Да, наверное, что-то вообще максимально такое приземленное случилось. Из разряда, ну, хуй знает, типа, дай сигаретку покурить, сигаретки нет, что мне пиздишь, что вот стоишь, куришь. Или там, не знаю, просто нахуй послал, а тут типа его нахуй послал, и дальше понеслась. Слово словаря, да. Да. Не то, что они с ножами, это, конечно. Блин, я раньше времени хотел, сука. Блин, вот об этом я и говорю. Отмена анимации нет, и это, блядь, ебать, хуёво. Да. Золотой фонд цитат Красного Барона. Блин, наверное, стоит поставить здесь временно. Да, поставим. Чувствую. Лишним не будет, наверное. Ой, бля. Блин, меня еще безумно удивляют такие персонажи, которые любят с собой носить ножики, блядь, ради безопасности. Бля, есть такие долбоебы, конечно. И знаешь, они это делают, типа такие из разряда: возьму-ка я с собой ножик, там, не знаю, в клуб, где я буду... Хуй знает. Где вот с высокой вероятностью случится такая штука, что ты с кем-нибудь там подерешься. Да что может пойти не так, да? Вот при любом случае он же сразу же достанет свой нож. Просто в любом раскладе. Я вот прям знаю лично такую историю, в котором, ну, прям, ну, это в Якутске происходило, там... Как он клуб назывался? Это... Типа... Короче, хуй знает, типа в Сунгари или еще где. Там чел просто взял и с максимальной обидой. Ну, короче, тот ему навтыкал, а тот, короче, просто зашел к себе обратно, там, типа, вот в клуб. Что-то достал свою куртку с гардеробной, вышел к нему обратно и просто его пырнул дохуя раз. Ну, чисто такой, блядь. Ты сейчас одного из моих друзей описал. Покемонов не играешь? Привет, мистер Кристалл, здравствуй, здравствуй. Играю. Сегодня поиграю.
Вот сначала вот эту игру, а потом покемонов поиграю. Блин, вы чё, твари? Ну какая же ты мерзкая. Падла. Ага, так, может туда спуститься. Был такой случай, где он чела тыкнул, трое суток посидел в тайме, посидел в тайме. Тыкнул чел и всего трое суток просидел. Видимо, тот заявление не писать не стал. Может быть, его знакомым был или другом. Я б с таким вообще ни в коем случае вообще водиться не стал. Как только бы я услышал от него, что... Не, как только бы я у него увидел нож, я бы, ну, просто один вопрос такой задал бы у него чисто. Для чего он тебе? Если бы он сказал, что это из разряда... Ну, блин, типа... Там... Хз. Ну, что-нибудь сказал другое из разряда... Да мать попросила, типа, там... Забрать нож там у подруги оставили, когда там, в гости ходили, там, что-то в этом роде. Не знаю. Но если придурок скажет, что ты из разряда для самообороны, ну это полная дичь, конечно. Это дело, блин, с этой стороны не открывается. О. А погоди. Алло, я тут был. Путицу на освобождение собирали еще в школе 11 учился. Понятно. Ну конечно. Ну, классно, класс. Блин, и тут клумба у меня. А семян нету. С кином был не жестенько, но да. Блин. Вот такие моменты, когда узнаешь о подобных людях, ну вообще, да, которые едут каким-то вот таким радикальным взглядом и тому прочее. Блин, вот хочется спросить, что, ну, прям не у них конкретно, а вот узнать скорее, что у них в башке творится вообще, вот просто. В чем там прикол? Вообще вот, как будто бы, знаете, все беды от того, что, ну, человек как будто бы хочет простого признания, да, и какого-то общества, что он готов даже вступить вот в подобное ряда, типа, ну, группы, чисто вот, знаешь, типа, ну, потусить с кем-нибудь там, чтобы прям, пусть знает, что был повод с кем-то, ну, вместе посидеть там, пивка попить и тому прочее.
Какая ж хуета, типа вот... Человек настолько... Вот... Хочет какого-то, не знаю, общества. И всякое такое, что... Вот такие такие вещи. Я хуй знаю. Он просто реально... Что вообще творится в голове? Damn those overseer bastards! It's all just happened! Oh, they'll pay for this! Come on! Swing those pigs! Oh, just hold on, lads! We'll get Когда you я out of there! снова находил мобильный минут, я там на процессе, когда я радовался, что пронесло. По пьяни, как обычно, шум падает на пол. Радуюсь, что они убежали, он мне меня оказались. Добила бабуня, сделала раунд, чтобы они на меня напали, блядь. Да уж, да. Зая, убей его, Зая. Что ж. Какие твои ждули. Игра, кстати, громче. А. Понял. Так, раз. О. Ну, звук-то нормальный у игры, но я надеюсь, я хз. Ну, по качеству имеется в виду. О, норм. Щит шепоте. Щептунский щит. Да блин, какая же ты сука! Тихо. Нормально все. На росомахичек. О, семя есть. Блин, какая хуйня? Что это? Блин, что это? Тихо. Как я выжил в этом аду. Ага, работяги.
А я, нихера себе. О, Клумбыч. Найс. Так. Улучшение персонажа. Только один левел доступен. 4К. Почти 5 стоит. Ничего себе. Наверное, стоит отлететь пока что в этот безопасный хаб. Угу. In Radiance, judgment. Our Immaculate Lady will bring redemption. О. Так, человек принес почти все скрижали, осталась только одна. Да ладно. Знаешь, путник, нет большой ошибки, чем отдать власть в руки того, кто к ней не пригоден. А мозолистые руки и гнилое нутро Герлинды отдай мне последний скрижаль и... А ну без выкрутасы ты, коварная гадюка. Не забывай. Если я умру, пока на тебе эти кандалы, ты умрешь вместе со мной. Герлинда уже так много узнала. Она чего смотрит, как те болваны стерливо проглотят собственные языки. Да уж. Еще не такой же, как ты, бродит по монстру странник. Но человек встретился мне очень давно, и уже тогда он страдал от бремени, которое за прошедшие годы только увеличилось сотни раз. И нанесло тяжкий ущерб. Добавить длительное влияние, это неприятность, непонятно. Чего, блять? Как он так быстро говорит? Это уже болтает за дело. Да, порой тут, конечно, эти диалоги. Язык как их читать вообще? На каких скоростях это вообще должно происходить? Так, арбалет охотника. Блин, он супер мощный. Болтами стреляет. Так, а это что требует? Не, ну это многовато как-то тратиться на такое. Давайте вот, да, давайте действительно арбалет попробуем. Мне кажется, норм тема. Все. Какой жесткий урон. Так, арбалетыч. Утяжеленные болты. Расходы 3. Блин, дорого стоит. Пепельные болты. Огонь. Так. Кстати, заводит быстро. Топово. Отлично. Не зря, не зря. Не зря. Так. Блин, я думал, у него болты будут. Ладненько, пойдемте. А, хотя погоди. Давайте попробуем к этому подойти. Блин, а арбалет таки должен? Во. Прикольно. Как будто бы внимание к деталям хорошее. Так. Допотопное зубило нету. Так, воспоминания. Презренный отпуск.
херня. Тоже херня. Тропье, реликвия святого Латимера. Ну ничего интересного тут нет. Во. В принципе, да, можно было бы купить одно семя. Оно мне бы прям супер пригодилось бы. Про запас надо всегда иметь одну хотя бы. Все. Вот теперь я готов к чему угодно. Так. Ну что, пошли. Ух, суки. Блин, а подобного рода, кстати, игра по Ночному дозору вообще было бы забавно. Кто не помнит про точнее, Ночной дозор? Про Антона Городецкого. Антон Городецкий. Ну, еще одну клумбу. Он там тоже типа с фонарем ходил, то ли что? А, просто с фонариком. И в темноту светил, типа, да. О, нихера себе. Так. Интересно, вот это вот явно ловушка. Вот насчет этого трупа не знаю. Там есть какой-то лут. Ну, в принципе, близко же, да? Фонарик. Ух, ебать, как ярко было. Блин. Блин, а какого? А. Не, ну, кстати, что-то я редко пользуюсь вот этой вот способностью. Способностью вытягивания душ.
Нормально так. Ай, дурак, что я наделал? Чуть не помер. О. А этот лут, он от него или это ловушка? А, слава богу, от него. Какая же тут вот эта вот душная механика с ловушками? Вообще непонятно. Вообще непонятно, где лут, где ловушка. Вот этот как будто бы лут. Да, лут. Ладно. В принципе, иногда понятно. Иногда. А вот это как спустить вообще? И вот это вот как. Блин. Загадки от Шрека Фреска. Понятно. Окей. Так. А что будет? А. Ну, ничего. Так, подожди. А может ли быть такое? Угу. Ну, я бы реально удивился, если бы сейчас я вот, сломав эту доску, опустил бы этот мост. Это был бы прям вау момент. Но, к сожалению, нет. Ну. Да. Вот основная лампа. И вот буквально вот там, вот, за той стенкой, находится клумба. Капец как близко, да? По итогу, получается, я бы потратил зря теме, если бы там отдохнул. Так, я вот что хочу сделать. Куда седьмое пекло он делся, чтобы он не украл их, клянусь. Эти останки, они указывают на место гибели Катрин. Она, как и ты, была лампоносцем. Более того, она была моей возлюбленной. Байер. Я стал здесь сувениром, память о ней. Медальон, который подарил ей очень давно. Теперь он исчез. Это все, что мне осталось. Мы с Катрин были священными стражами. Сейчас это трудно представить, она была невероятной. Мы влюбились и подчинились чувствам. Хотя Орден запрещает такие отношения. Служебный роман запрещен. Они узнали о нас и заставили заплатить за грех невыносимыми страданиями. В конце концов, они подумали, что мы уже мертвы. Остановилось только сердце Катрин, но благодаря умбральной лампе ненадолго. Однако, хотя она и была лампоносцем, в конце концов настал тот день, когда она умерла. И на этот раз окончательно получил эмоцию скорбь. Нет, Катрин. Да уж. Я найду мерзавца, который украл этот медальон. Скажи мне, если найдешь его раньше, договорились? За это склонение прольется кровь. Окей, окей. Что-то мне кажется, что это сделал Жирнич, который был похож на меня лицом.
Его там как-то звали, не помню. Типа... Короче, как-то звали. А если я прыгну вот в это вот, я умру или оно больше как... Я хз. О. Да, я бы умер. Определенно точно умер бы. Кольцо из костей. Прикольно. Так, смыв сработал. Так. Ну, как бы то ни было. Мне до сих пор не ясно. Не, в принципе, ясно. Да-да. Там, оказывается, типа, тропинка образовалась благодаря этой штуке. Во-во-во, да. Класс. Блин, как же это тупо. Эта доска сломалась. Типа из-за моего пинка. А из-за того, что я из лука выстрелил, оно не ломалось. Блин. А давай я вот так вот сделаю тебе. Блин. Это я прям неуязвим. Считал на какой-то момент. Дай ну на. Ладно, ладно. Ща, подожди. Блин, листья чая. За каждую смерть 10 отжимаю. Ты что, хочешь, чтобы я стал новым мистером вселенной? Или, по крайней мере, чтобы я считал себя таким? Как курица. Так. Привет, Сань, здорово. Ну иди сюда. Да-да-да, иди ты. Ой, бля, какая сломанная игра. Почему его душа ушла в стену вообще? О, какая сломанная туннель, бля. Вот надо вот запомнить эти вот моменты странные. Типа, когда ты лочишься на врага, ты, когда делаешь отскок, не идешь в сторону того направления, по которому ты указываешь, ну, типа вот по ВАЗДу. Например, вот влево-право он пойдет вот. Точнее, право-низ вот так вот ты покажешь, он должен типа подскочить туда. Он так не пойдет. Он просто вокруг него будет скакать, этого чела. Упал, отжался. Не-не-не. А потом что начнется? А потом что? Начну отжиматься, а потом будут говорить яйцо разбить об свою голову.
Не-не-не, вот все начинается с отжиманий, приседаний, прыжков на месте. Это что за хуйня? Почему я притянулся? И собака. Потом стримы, как тот чувак, который делает кувырки в Elden Ring за каждое уклонение. Не, ну это забавно, по крайней мере. Это прикольно. Блин, додумался же. Просто нажимает кувырок на джойстике и потом сам делает кувырок. Не-не-не. Да. Никогда не догадаешься, от чего ты станешь популярным. Папа, как ты стал популярным? Я делал кувырки, когда нажимал на кнопку кувырка. Броня защитника суверена. Окей. Да. Вот не знаю точно, есть такое или нет, но вот в принципе идея такая, как типа повторять действия, которые происходят в игре, оно, мне кажется, ну, реально забавным. Вот если бы, к примеру, чел бы сидел, ну, скажем, с бутылкой убер-класса охота крепкая. И каждый раз, когда надо хилиться, ты бы делал глоток тоже. Из убер-класса крепкая, вот эта вот охота. Вот это было бы реально. Очень смешно. И так бы родились стримы, типа no damage. No damage раны, типа, знаешь. Мне вот доктор сказал больше не пить пиво. Я жить хочу в реальном мире. Да убей ты эту... О, боже мой. Нихера. Я больничный, что ли? Не, я пока без работы сижу. Я безработный человек. Опять. Рядом враги. Блять. Ближе, чем хотелось бы. Да ну. Ничего себе. Пошел тут.
Чё, телегу забросил? Нормально шло же. Ну, нет, не забросил. Просто как-то... Ну, поменьше всяких разных новостей стал вылаживать, да. Но не более того. Все равно вот как бы... Думаю о своей телеге. Никак не забросил меня. О, вот это вот победа. Найс. Отлично. Шорткатный открылся. Так, погоди, это что? Вот набрал же, возможно, даже в алгоритм попал. Телеги, что ли? Да не, там же, как его, рекламу покупал по розыгрышу. Ну и в принципе оттуда какое-то количество людей все равно как бы осталось. Им, ну прям по ходу даже им интересно оставаться. Что меня безмерно радует. А вот насчет канала YouTube, там, да, кстати, тоже как бы все было окей. И поэтому я продолжаю туда видео вылаживать. 1К пробить в телеге, дальше легче. Угу. Понял. Ну тогда, может быть, еще попробую вложиться дополнительно. Но вот эти вот темы с розыгрышами из типа скинов ПКС и прочее, ну там совсем какой-то мрак. Там такой контингент иногда заходит. Типа народ, который чисто ради, ну, самих скинов, и которые там подписываются. Опа, ничего себе. Ну и потом слишком молодые там, типа, подписчики. А мне прям вот реально подростки, сука, вообще не нравится. Бесит, что пипец. Ну, бывают такие. Материал есть, находишь ведь и редачишь. Да. Ну а так вообще сложно. Подписка набирается. Вот естественным ходом, без всяких подписок, как его, этих розыгрышей там прочее. Вот естественным ходом это, ну блин, вообще нереально сложно. Скорее всего, вот, типа, ну, если подписка будет набираться, то скорее всего только от YouTube канала или вот может быть со стримов. Если люди будут подтягиваться. И иди ты нахер. Блин, что-то страшно мне тут. Накидка потрошителем. Это так и работает. Я вон на 3 каналах так и засел. Сначала просто из-за розыгрыша, а потом что-то нашел свое в них. Эх. Эх. Ну вот понимаешь, как, ну это вообще в любой теме, наверное, такое работает. Вот такой сидишь, влаживаешься, типа чисто как сидишь. Блять, да почему? Какой кожекрат вы, о чем? Я не хотел в босса наткнуться. Ну ладно, так. Наткнулся, так наткнулся. Че бубнеть-то? Придется файтиться.
Ну ладно. Да пробил я жму, ну ё-моё, игра. Бля, как несправедливо, пиздец, блядь. Спасибо за интонацию. Ай, бля. Надо бы попробовать еще раз вложиться всякие. Ну, короче, другие источники этих розыгрышей нужно. Совершенно иные. Просто еще проблема порой такая, то что там скама до хера. Блин, я очень много раз на скам натыкался вот по этим розыгрышам. Просто жесть. Пока на данный момент меня наскамили где-то... на 1000... А нет, на... где-то... 2800 рублей, наверное, где-то около того. Это 2 скама, если считать. Вообще, блин, такая неприятная тема. Это не говоря уже о таких вот просто, ну, неудачных вложениях в плане розыгрыша, откуда просто, ну максимум 3 человека придет или типа того, знаешь. А хотя там подписчиков, ну скажем, 2000-3000. Ну и ты такой понимаешь, ну понятно, накрутка ботов, короче, что-то там роли. Просто... цифры недействительные. Ну ебать, мы 1000 лет будем пить этот ебаный флакон. Короче, там костер надо ставить временный. Довольно душный рут до этого босса. Не, он сам-то легкий, просто, блин, как-то не хочется на нем потеть. Ну ладно, давайте запотею. Попробую еще раз. Хочу сэкономить этот системе, странная. 2500 оно стоит, если покупать. А если добывать, только это вообще, ну, мрак. Приходится с такими мобами драться, что вообще неприятно. Ой, блин. Вот туда. С этой долбаной бабочкой, вокруг которого 50 бомжей будет. Ну давай. Блин, я потею. Ё-моё, не вовремя. Блин, да какого... Да, на потение это мало похоже, конечно. Да захвати уже в душу
Я не хочу их просрать навеки. Не, надо костер ставить. Ай, блин. Ай. Ладно. Эх. Так не хочется трейхардить прям. Вот. Не. Вот интересно, насколько объемная эта игра? Она, мне кажется, прям супер большой. Чисто, знаете, как книга какого-нибудь, типа, Войны и мира или типа того. О, чё за дерьмо? Найсбаги. Так. Да блин, ну... Ну охуенно просто. Я определенно точно вернулся. На, ебать. Да блин, я же... Бля, охуеть. Как работают ворота? Я вот тут в моменте вот прям нажал точно, даже анимация, блин, вот в тайминг нормально пошла. Но он меня все равно зацепил. Чё-то я не пойму. Фрейм неуязвимости как-то иначе работает или что? Пизда. Да пиздец, как это работает. Так. Да ебать, ну, сука. Полечиться, ебаный в рот, ну я же нажимал.
Да охуеть, блядь, полечить. Да бля. Как будто бы колесико слишком чувствительное, то ли что. У меня просто предметы листаются очень быстро. Не могу поймать нормально вот эту мою хилку. Капец. Ну а так, да, в принципе. Ладно, сейчас вот победная. Ну это совсем уж позор какой-то. Блять, как он меня не попал? Всё, 2 очка. Копье кожекрада, шлем кожекрада, семена останков. Спасибо. О, отлично. Так, наверное, улучшение. Да, и урон повысим, пожалуй. И небольшой отдых. Так, теперь, наверное, по лестнице вниз пойдем. А потом уже там вот по этому лифту или что это. Позырим, что там вообще. Или нет, я не понял. Нет, я не понял. Так, ну короче, это, понятное дело, вода. Грязная вода. Ладно, попробуем по лифту. А я случаем не умру, если сяду в этот лифт? Он же, мне кажется, вниз едет. А, нет, туннельный такой лифт. Понял, все. Туннельный, хорошо. А, он даже наверх идет. А, нифига себе. Вот уж не ожидал. Это было высоко. Останки забытой стражницы. Это, видимо, Катрина, да? О которой говорил тот Байрон. Офигеть. Я даже запомнил имена их. Бывает. Верхний Колорад. Челики сгорели. Пытались спастись, но... О! Новый маяк. Так, я близко. Так, давайте-ка... Карта Верхнего Колорада. Я, кстати, вообще не заглядывал ни разу вот в эти карты.
Заметки зарисовки Тацитуса, касающегося Верхнего Колрата. Место проживания вельмож и другой богатой элиты Морнстеда, чьи богатство и власть не могли их спасти. Их пепельные тела теперь лежат неподвижные и безмолвные в жутком свете маяка священных стражей. И чё? Я даже взглянуть на эту карту не могу. Не, я помню, как-то я карту открывал. То есть я прям видел картинку, нарисованную этой карты. И где я его смотрел вообще? А, дневник? Что? А, да. Что-то ворота закрыты. Вот, смотри, что-то указывают. Иди, короче, к этому дереву, а от дерева беги там в какой-то проход. Ты смотри, тут прям для дураков все расписано, оказывается. Ну, тут заблудиться вообще невозможно, по идее. И смотреть на карту, но я просто не был в курсе, что даже карта есть. Ничего себе. Окей. Блин, если так посмотреть на эту карту, оказывается, игра супер линейная так-то. Прям, ну, висит путь изначально очень... Ну, это да. Все супер расписано, оказывается. Да, это неплохо. Нормально. Окей. It's okay. Но факт остается фактом, что сильной классной стороной именно игр от Миядзаки это вот прям левел дизайн. Как же они жестко затрайхардили в этом плане, вообще жесть. То есть там всегда ощущается вот эта вот свобода в плане решения по поводу твоего передвижения, куда ты хочешь пойти. Туда заглядываешь, там колодец огромный, сука, ты можешь вниз прыгнуть, куда-то пойти, туда-сюда. Смотришь, там другой проход, тут тропинка, тут ворота, тут двери. Вообще офигеть может. И всегда они ведут куда-то. Нахереть. Блять, как я, сука, ненавижу подобных мразей, которые любят стрелять. Просто жесть. Вот, блин, выглядит как обычный моб, но при этом еще и стрелять может. Какой же просто ё-моё. Это сложно просто. Ладно, я так пригораю просто от того, что я просто умер. Но не от того, что я просто, ну... Не от того, что моб такой, я просто... Да. Если ты ищешь медальон, не беспокойся. Он у меня. Я нашел маленькое чудовище. Скрывающийся в темноте в куче украденных безделушек. И вышиб ему мозги быстрее, чем он осознал, что я рядом. Больше я не буду воровать чужое имущество. Представь только. Я чуть не потерял медальон моей возлюбленной. Не стоило вообще оставлять его там. А то не было держать его рядом с собой. А кровь очень легко отмыть. Я подумал, что это знак от Катрин. Предостережение, чтобы я ни в коем случае не затягивал и сосредоточиться на самом важном. Почтение ее памяти и заботе об ее останках.
Иди своей дорогой, лампоносец. За меня не волнуйся. Пока не наступит тот день, когда я наконец воссоединюсь со своей возлюбленной, я должен остаться здесь. Я, наверное, квест проебал, да, типа? Слишком рано ушел из подземелья, не нашел его медальон, и по итогу, когда я оказался здесь, он сам совсем разобрался, нашел, наверное, какого-то персонажа, там, не знаю, какого-то челика, убил его при этом и забрал медальон. Хотя, скорее всего, если бы я нашел этого челика с медальоном, то, наверное, я бы получил этот самый медальон. Да. Наверное, это как-то так должно было сработать. Ну ладно, что поделать. Блин. Чё ж я такой меткий-то? О. Как же хорошо, что люди потом изобрели странный огнестрел. Блин, вот хочется Ремнант поиграть. Вот там тут от души пострелять. Да ты чё? Ты что? И так тяжко. Да блин, целиться и так непросто. О! И разулю. Найс. Ох. Оказывается, у него в поведении заскриптована вот эта вот стрельба. Он самый угловой такой стоит и стреляет. Так, кажется, я могу, в принципе... я оттуда, скорее всего, сюда смогу перепрыгнуть. Ё-моё. Ладно, давай перейдем. Кольцо королевы Верены II. Так, ну. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну да, давай. Крутись, повертись. Только в окно не попади. Да. Давай. Е.
Оу, е. А, выход из умбра. Не, ребят. Клятвый преступник. О, это там босс, видать. Так, ну-ка. Давайте. О, прикольно выглядит. Так. Но шлем хочется другой. Вот шлем хочется какой-нибудь. Не, ну как-то не то. Ну вот это. Не, слишком тяжелый стал теперь. А, ну блин, они. А, это сортировка такая. Они вот тяжелые все. Это тоже тяжело. Но полегче будет. Чем это остальное. Так, что мне было? Волк. Фу. Ну вот это хайпово, да. Давайте еще попробую что-нибудь со средней броней своей сделать. Треть. Ты посмотри на этот уровень защиты. Броня Фицроя. А мне нету случайно кольца, которое переносимость веса? А, кольцо, которое когда-то носил королева Верена II, монастырская, обеспечивает постепенное восстановление здоровья. Во, максимальная нагрузка. О! Окей, окей. Оно. Ну, в принципе, я одет теперь прям как будто у меня мама наряжала. Или бабушка. Блин, прикольно так. Вот это все-таки самая такая гордый. Ледяная хватка. Давайте с клятвой преступником попробуем походить. Зеленый. Почему я как Чиполлино у меня? Я теперь похож на какого-то монгольского воина, я не знаю. Ну, все-таки вот это, короче, возьмем. Да. Кто там? Так, не. Все нормально, оказывается. Сейчас просто тогда. Еб. Ну все, собак у тебя нету, дерьмо. Кто-то без своих собак. Затерпел и умер. Нормально. Так, что это у нас тут? Сумка с боеприпасами. Блин, оказалось бы прям арена такая, в которой, скорее всего, мне придется драться с боссом, но... Ну нет, ну нет.
Блин, да, тут как будто огня очень много будет. Скорее всего, босс будет огненный. Способность накладывать кровотечение. Давай кровотечение, наверное, поставим, да? Это как будто бы логично. Так, вот тут, наверное, бальзам от ожогов нету. Но, в принципе, оберег от огня может поставить. Давайте еще сразу вот использую, чтобы хилками не тратиться. Регеныч пускай какой-нибудь идет. Ай, блин, придется. Блять, я чуть не испугался. Не, ну я испугал, я подумал, так кто стоит. Они вот свою эту владычицу поймали и решили самосуд какой-то строить. Причем это сделали, видимо, приближенные самой этой королевы. Блин. Блин, какой же ущербный тут таргет лог, блядь. От чего я взорвался? Почему я сгорел? Что вообще? Мне так дохуя вопросов. Что, блядь, случилось? Бля, я не понимаю. Что за хуйня? Он кто-то огнем плюнул, что ли? Я даже не видел этого. Вроде все Малафью и Кончой стрелялись. Обычное дело для этой игры. Всем лишь бы сперму кидаться. Ой, опять собаки, опять этот бомж. Так, а что если я просто... Ну, они как бы несложные были, но... Я вот хочу... Типа на стелсочек пройти. Если это возможно. Смотрите на этот толпу сраных собак. Идут такие. Типа заметил меня? Что он ускорил шаг? Так, а где мои души? Вот они. Вот эти шмари меня взорвали, бля. Блин, они даже взрываются, оказывается. Сука, он самый неприятный уроды. Давай, тварь. Всё, и нет тебя. Да? Вот так просто? Серьезно? Прикол. Да, честь моя. Я думал, босс какой-то будет. Просто у прошлого маяка такой лютый ублюдок был со сломанными этими хитбоксами. Стадник этот. А тут прям, ну... Что-то изи, чел. Да, в смысле, вообще даже ничего не было.
Странно, странно. Может, сейчас я на обратном пути его встречу? Кровоточащая соль. Блин. Так классно стало. Атмосферка такая хорошая. А тут так было или... Ладно. Так, блять, ну в чем я застрял? Вы гляньте. Да, в этой игре, конечно, с хитбоксами вот этих вот локаций и прочего вот этого. Ну, просто беда. Так, допустим. Я вот думаю, ставить мне клумбу. Ай, да, поставлю. В принципе. А чё бы и нет, да? О! Колорадский гвардеец. Нормально. Смогу сойти за за местного. Да, кажется, скорее всего, босс опять будет вот на этой арене. Чел пытался договориться с таким ебучим демоном. Демон, у меня есть рубли. Рубли, демон. Блять! Взорвался. I have troubles. Troubles. Это очень забавно было. Да, походу... Блин, ну где же босс? Рекламщик хуев. Play to fun, привет. Кто? Так. Кто рекламщик? Я? А что я рекламирую? У меня вроде это не казино, если что, это Souls-like игра. Казино стримы не так выглядят, если что.
Так. Угу. Так, это... А, это тот чел. Так, ну... Давай. Вроде безопасно вокруг. Блин, ну конечно безопасно. Ну конечно безопасно. Да где ты, мразь-то, ёшкин кот? I had to fight my way out. It didn't happen. I'm not. У меня ничего чудовище, блин. Да я вообще без понятия, что. Понимаю. Где-то 5К оставили там. Ну ладно. Так. Странный, конечно, человек просто сматерился и ушел. Так, телега до сих пор работает или нет? Посмотрим. Не. Блин, непонятно, надолго ли это вообще. Да, в принципе, нормально. Да, блин. Да иди-ка ты нахуй! А ты откуда взялся вообще? Бля.
Да бля, да бля. А. А где мои души? Что-то у меня такое ощущение, как будто мои души сейчас оказались за стеной. Внутри стены даже, точнее, я бы сказал. И я их не смогу достать. Ну и дерьмо. Ам. Лол. Это я как-то не там оказался. Ну ясно. Да и нахуй, короче, вас. Нереально. Нахуй вы мне нужны. Просто побегу дальше. Опять этот душнил. Чё тебе надо вообще? Так, надо бы тут немного... О! О! Окей. Тут я, пожалуй, поставлю. Тут я, пожалуй, поставлю. Я ценю свое время. Там я вот херней страдать, вот опять бегать оттуда. Неохота. Вот и все, когда я передал руну Адыру, я проклял все королевство на многие поколения вперед. Я так устал и был в ярости, я никогда не был верующим. Но подумал, кому лучше отдать руну, как не судье. Только посмотреть, чего стоило такое решение. Что это за жрица, которая не может уничтожить руну? Или предотвратить все это каким-то другим способом? Богам им подобно всегда так. Бля, какие охуенные расположения у вас мобов. А, ты зайти не можешь? А, окей. Ну что ж. Я с этим жить могу. А вот он это не переживет. Блин, только вот на самом деле... Урон какой-то супер маленький. Да, вот так намного лучше. Ваус. Кольцо мотылька. Я когда пытаюсь поступить правильно, это все заканчивается. Вообще не понимаю, о чем она. Так. Ну я понял одно, этот чел виноват во всем этом. Руны Адыра звенят. Ага.
Так. Кавалерийский медальон. Ага. Вот это поворот. Это прям начало. Так. Ну, в принципе, есть вариант пойти к кровавой мельнице и оттуда передвигаться. Да. Нифига себе, огромный демон, я только понял. Это типа Адыр или кто это? Хм. Человек пропал. Отправился в пасторский дом один. Мы с Натаниэлем хотели его сопровождать, но он только отмахнулся. И приказал следить за происходящим здесь, потому что это, по его мнению, важно. Но я не понимаю, почему. Или типа того. Капитан был готов взять на себя такое время, как Умбра. Хотя ему и собственно не хватает. Тоже совсем неуместно. Understand. Plenty of Elods sent to the We Fidelis, followed plenty of Elods to We Fidelis. Привет, Флимли. Здорово. Ну, игра балдеж. Да. Опять балдеть. Так. О, 2 руны можно ставить. Спаренное оружие это как? Увеличивает физический урон. Вообще не понял. Ну, кстати, да, урон как будто бы стал выше или типа того. Я мог бы это купить на самом деле.
дубовые рифленые болты. Ну, давай рифленые болты куплю. Так, и продам. Мне, по-моему, дубликаты должны быть. Вот. Больше. А, вот. Внимательно надо смотреть. Ну, в принципе, да. Хотя ладно, не буду их трогать. Ай, давай все продам. Так, что там приобрести можно? Блин, вот ловкость как будто бы надо повышать изменение ловкости. Давай. И попробуем ставить гнездо. Так, давай еще посмотрим, сколько там. Так, 134, 191 сила атаки. А, погоди, и какая там Б, да? Б. Окей. А сейчас? Тоже Б, 191. Черня какая-то. Фулкал. Вот что такое спаренное оружие? Что-то я не понимаю. Кто Кал? Супермен. Его зовут Кал Эл. Кал Эл. That stone. It looks different. Этот камень somehow. выглядит... When I was a girl, Iris, I lost, but now here, I wish I could say the same. Several of our a noble canonized the hallowed scent men. Плащ говно. Latimer. Согласен. Плащ говна, череп говна. Так, подожди-ка. Уф. Охереть здоровый, да? Ну, типа... Вроде, да, не тяжелый. Так, тогда что мне остается делать? Давайте-ка попробуем прокачать ловкость. Физики нет. Да, нет, печально. Но не критично. Годик. Не, физика какая-то чутка есть, но не такая, как хотелось бы. Да, короче, надо быстро телепортироваться, но прежде чем я это сделаю, надо бы... А, хотя... Нечего. Да, просто переместимся. Так, Калрат, подъемник.
Так, ветряная мельница. Сюда. Мне чел там один какой-то говорил, что нужно идти туда. Здесь самый... А, вот, да, вот эти ворота. Открыть ворота. Выбрать вариант. Замерзший холодно. А тут типа холодно, да? Не толкаясь. Карта владения морозного проклятием. Так, что это значит? Карта владения морозного проклятия. Вот ворота. Не иди через ворота, обойди, типа. Иди так, иди так. Прыгни здесь. Иди так. В деревне где-то под домиком что-то есть. В дверь не входи. Ладно, разберусь, наверное. Блин, я прочитал. Топор клоун. А там топор колун. Рук. Топор потрошителя. О. Опа, нет, 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 нет. Блять! Неприятно. Ладно, хватаем. Я сейчас, наверное, никого не будет. По факту. Блин, у меня так много вопросов. Тут, короче, чел заходил, назвал
меня рекламщиком Хуевым, только я вот понять не могу, он по поводу чего конкретно это имел в виду. По поводу того, что я рассылаю посты по поводу стрима, или то, что я сделал положительный обзор на игру Fallen, ну вот, Lords of Fallen, или чё? Причем у чувака везде и всюду типа Майнкрафт, не знаю. Вообще не понял. Связи. Ядрить. Блин. Где-то я такие движения уже видел. Блин. Броня. Стража. Ну, да. Был простой парень. Так. Ну, за него, кстати, нормально дали. Сейчас надо поместиться сюда. Ясно. О, допотопный зубил. Так. Червячки. Червячки. Я пробежал. Мне до костра. О. Норм. Останки Сворнила.
Я походу максимума достиг в этом плане. Ну, давайте... Да, давайте вот выносливость прокачаем. Нормально. Блин, я типа не дослушал его пиздеж. Grace sustained me in these most desperate events, and the darkness through which I come. It seems to approach ever closer. I fear the weight of this profane work will crush me. Worse, Это, видимо, тот крестоносец, который нам лампу подкинул в начале игры. endeavor to remember that this role which Я perturbs хочу my поменять soul себе is шлем. necessity in the performance of your will. And in that, I vow to be resolute. Please continue to hold my brother safe. Благородная дама. Grace forevermore. Так. Light we walk. Во. Так. Не, ну все-таки это самое лучшее. Раз. Не-не. Хотя, погоди. Открытая лестница. Сундук. Вижу. Так. Давайте попробуем отсюда пострелять по ним. Угу. Двоих убили. Ладно, собака. Блин, тут очень много. То ли это собаки, то ли волки, непонятно. Так, вот и вижу мост. Блин. Эти странные шипы эти ледяные. Беззаконные. Такой.
Да, ё-моё. Ладно. Ну, волки позорные. Хм. Давай, стреляй. Во. Ох, ты нихера вернулась. Так. Улучшенный разрывающий нож. Sometimes I envy you and your woods, York. Blessed peace. Perhaps I'll just damn the whole mess, toss my crown into the gorge and live out here as a hermit. You'd find me a wise and fair ruler, Well, you learned it from me, after all. but you'd never abandon your throne or your wife. You're right. Of course, or my child. You're going to be a father. Congratulations to you and Sophesi. King York the First. A certain ring to it, don't you think? Так, а куда идти вообще? А, ё-моё. Капец, кое-как заметил. Владение морозного проклятия. Да уж, этот создатель вот этой вот игры, оказавшись в Якутске, бы сказал, типа, это место существует, типа, владение морозного проклятия. Они реальны. Минус 25. Скорее всего, там где ты смотришь, это... А, ну да, кстати, минус 26. Нет, сегодня тепло, ё-моё, нормально. Да ты ебанулся, что ли? Блядь. Не, ладно, я вас покидаю, товарищи.
Спешу откланяться, так сказать. У нас аномальная жара сейчас. Привет, Стасон. Это сколько? И где там? Ой, иди нахуй. Нормально. Не 4 такой. Тупо на балкон можно ставить, не знаю, напитки, охлаждаться. Без напряга. Балдеж. Ну что ж, сейчас мы пробежим жесткий марафон. Чисто олимпийский чемпион. Охуенно. Удар поймом. Бэт. Мэром. У нас обычно с января по февраль в среднем минус 25, самая низкая на моей памяти 43. Ничего себе. Так это где? Откуда ты, воин? Так. YouTube меня не любит, видимо. Да за что? Почему? Что там? Мурманская область? Блин, это насколько далеко от Якутска? Мурманская область. Это... Ну, наверное, запретку писал. Это вообще другой край вселенной российской. Но, в принципе, ты близко от... Ну, Антарктики, можно сказать. Ну, там. Охуеть, реально, а чего у вас так тепло тогда? Может... Не. Может, экватор там какой-нибудь? Ну так вот. Мне немного южнее Москвы, пол января было +3. Нифига себе. Интересно. Я так балдею. Привет, Фрешми, здорово. Здорово, ребят. Все потихоньку собирайтесь. Так, ну, в принципе, пробежали мы до сюда вполне окей. Хоть я умер один раз, но это не страшно. Так. Давайте постреляем. Блин, где голова? Придурок, как ты меня ударишь? Сразу видно, в школе не учился. Образования нет, вот и бьет воздух. Аниме смотрит. Думает, что дотянется меня своим ударом. Глупый анимешный. Викинг-анимешник. А мог бы уже давно добежать до меня. И суету навести, так сказать. Так.
Угу. В голову. В голову. Мать твою. В голову. Ну, вроде не в голову, но как будто бы в голову. Так, что там? Отыграл в первую часть? Не. У нас, да, зима теплая, у нас неделю мороз примерно. А. У нас циклон какой-то пришел, снег наваливает, потому и тепло. Интересно. Хм. Вот насколько реальная вот эта вот идея, тема насчет того, что климат меняется. Что думаете? Мне почему-то вот кажется, что вполне себе реально. Охереть, как реально. У нас климат меняется в сторону говна. Климат говна. Блять, я подумал, я в пропасть лечу просто. Блин, какая же ты мразь. Тебя явно никто не любил в детстве. О, что я делаю? Я тебе так отпищу. На, печень. И никто не вечен. Так. Зима теплеет, лето холодает. Это уже измеряемо, он очевидно меняется статистически. Угу. Я прям отчетливо помню, как в детстве. Очень часто была такая тема, то что у нас вот активированные дни очень часто происходили. Из-за того, что на улице там минус 50, там минус 48 типа стоял. Или минус 52. Это ближе, знаете, когда... Это даже не декабрь, а где-то ноябрь... Ноябрь, октябрь, наверное. Вот где-то вот ноябрь, наверное. А сейчас, ну, такого практически нет. Ну, редко, очень редко. И то это вот прям... Вот самые холодные дни, типа вот в январе и в декабре. Ну, там... Будет там минус 50, минус 45. Потом еще стал замечать такие моменты, что, ну, снег стал как-то то ли иногда рано, то ли позже выпадать. Ловил себя на мысли, что я все время удивляюсь тому, что а хули снег так рано. Был даже такой момент странный, когда где-то в мае, по-моему, снег прям пошел. Прям жестко завалило снегом нас в Якутске. Народ так удивлялся. Все такие, ебать. Что за прикол? Это не бабье лето, это бабья зима какая-то, типа. Я в новом Урангае рос. Засада как актировка с 1 по 5 класс, а ты в 6. Вас не жалко.
Вы уже большие. Но мы же дети. Но постарше. Нет! Блин, да куда я стреляю, что я делаю? Хотел просто зажать. Ну, я вижу вон того лучника. О, я в собаку попал. Блин. Нет, не собака, это человек, оказывается. О, мертвый человек. Иногда смотрю на июньский снегопад и ни хрена уже не удивляюсь. Опять маги климатом балуются. Меня уже ничем не удивишь. Так. О, ходок. Давай, выстрели еще. А я, блядь, ловкий нахуй. А, у него мои души, кстати. Блядь, ну... Сейчас ты мне получишь. Да в смысле ты? Нихера ты какой... А, мы сквозь дерево стреляем, блядь, эти пизды дам нахуй. Вот это сейчас был номер, блин. Сквозь дерево выстрелил. Сука. Блин, я не понял даже. Там после момента понял, что... Какой-то... Наркоман. Хочет меня убить. Наркоман. Так, все. А тут чё? Блин. Ну ёпта. Придется уйти в потусторонний мир. Тут гром. Ну да, ну да. О! Ты таки смог. Ага, ну давайте спускаться. Так, я вот только... Знаете, что меня парит? То, что я там как будто бы до хера чего упустил. Контент пропустил. Ладно, в принципе, есть еще всегда же все равно телепортнусь, если умру. Не страшно. 4К потерять это херня. Я терял и 6К, и 9К.
Только тут вот просто аккуратно надо собак убить. Аккуратно убил собаку. Так, тут где-то должен быть ублюдский лучник. Так, давайте-ка сначала собаку привлечу себе. А, вот он. Блядь, где он? Не вижу. Блин, он в Умбра мире вообще реально тупо невидимый. Блять, он стреляет. А я его не вижу. А, так он и есть. Спасибо за подписку на ютубе. Да. Ну это прям баг был, точно. Чтоб он был фул невидимый, пиздец какой-то. А, нихуя себе. Какой-то ледяной маг. Чуть не умер от холода, наверное. Хотя я просто замерз бы, наверное, как статуя. Бальзам от обморожения. А, тут я слышу шаги. Так, мистер. Давайте-ка мы с вами вот так попробуем. Блять, да что за хуйня? Ага, нормально. Так. Блин, обычный осколок. Мне бы большой осколок. Он мне бы очень пригодился. Я бы тогда оружие смог бы прокачать. До плюс 6. Ой, тогда урон будет вообще лютый. Заметил этого урода. На. Так. Угу. Да, вот это прям локация, она такая. Вынуждает пользоваться дальнобойным оружием. Так. Угу. А, так.
Вот это я хорошо заметил. Так. Ну, вроде переходить в Умбру пока не обязательно. Во. Ёпта, я даже не понял, что он настолько глубок. Но теперь обязательно, да. Так, лук шамана Уренгру. Ай, дурак! Попался на такой удар. Ладно, давай. Мать твою. Охуеть, я живой. На тоненького. Прям на тончайшую. Еще б чуть-чуть и умер бы. А что это? Не, нахуй, я не доверяю этому дерьму. Явно ловушка. О, ну вот тут я, да, поставлю, пожалуй. Вот тут я, пожалуй, поставлю клумбу. Тут уж не поспоришь. Надо. Так. Я даже отдохну, пожалуй. И куда он такой ушел? Он там. А вот и он. Окей. Молот кенградского мятежника. Так, какая-то пещера. Понял. Понял. Блин, вдвойне. Да куда ты?
Давай иди сюда. Блин. Вот он анимешник, а. Нефор. Двойной удар кулаком. Очень эффективный способ. Твою мать, что это было? Кто-то хрипит с усилием. Это была попытка меня убить? Или типа того? Я не понял. Или попытка меня остановить? Я не понял, что от меня хотели. Ай, блин. Так. О, очередная клумба. Ну, поставлю, ладно. Так. Чилим. Песик. Твою мать. Понимаю. Ну нахер. У них слишком сломанные прожектайлы вообще. Ими невозможно. То есть стреляться вообще невыгодно, не в кайф. Точнее, биться... Точнее, пробиваться на ближний бой. Блин. Аккуратно, опасно. Да хули ты исполняешь? Вот. Вот. Больно бьет. Так, надо бы выйти из Умбра, а то убьют. Блять, долбоебская игра, сука! Охуеть, блять. Причем там труп валялся же. Это прям лутом выглядело. Пиздец. А как? И это главное выяснить никак нельзя вообще. Стреляешь по этому луту и еще что-то делаешь. Вообще никакие манипуляции никак не разминируют эту ловушку. Вообще ничего не разминируют.
Блин. Ёпта. Ну да, сквозь все ветки. Прочую хуйню. А вот мои стрелы, они как бы, ну, не пробиться не могут через все это дело. О. Так, обычные осколки. Нормально. Давайте сюда. Чупа-чупс Кутумбери. Вот, прямо этот труп вот валяется. И сейчас этот сраный лут куда-то переместился, насколько я понимаю. Блин, вот в этой игре я, сука, ощущаю себя этим чуваком, который этот... Как его звали-то этого? Я имени его точно не помню, но мем такой был, помните? Тапок заминировали, вот этот вот. Охереть, блин. Фальшивка. Тапок заминировали. О, Драстан, здорово. Проклятые медные обезьяны повсюду. О, прости. Мельхиор не любит, когда я ругаюсь. Ты же не расскажешь ему? Я пытался разжечь костер, но не чувствую рук. Или ног. Или лица. Я знаю, что моя лампа вернет меня, если я замерзну. Но мерзнуть все равно неприятно.
Прижмись ко мне, сэр Сапун. Ты, я и Мельхиор скоро снова будем вместе. Кто, блин? Зажечь огонь. О, зажег огонь. О, так намного лучше. У меня аж пальцы на руках и ногах покалывает. Когда я доберусь до замка, может, мы с Мельхиором останемся жить там навсегда? Вместо того, чтобы переезжать с места на место, мы как всегда делаем. Ты хочешь жить в замке? Он типа гей? Когда я доберусь до замка? Может, чего? Но девушку же не буду звать Мельхиора. Тебя не слышно. В смысле не слышно? Есть звук. Все слышно. Привет. Я не знаю, как тебе показать. Звук есть. Звук есть. Все слышно. У тебя нету. У тебя. Проблемы с ушами. Ну, типа наушниками. Так. Ох ты, нихера! Ну, кайф, бля. Блять, вы чё, на приколе, что ли? Да ебать, попади в него нахуй, он типа в метре от тебя. Ясно. Давай-ка кольцо поставим. Да ебать, ну как так? О боже.
Ядрич, кое-как. Найс. Блин, а вот это не найс. Нормально. Но в итоге справился. Так. Как будто бы... Не знаю. Отличное место для засады, по идее. Вот это вот все. О. Охранник. Ничего не поменялось. Класс, просто классно. Чё? Обожаю эту тему. Бля, просто чётко. Вау. Это вот лучшая часть в этой игре, когда тебя просто хватает какая-то хуйня и ебет. Я надеюсь, это тоже ловушка. Нет, это всего лишь лут. Эх, жалко. Мне так хотелось ловушки. О, слава богу.
М. М. Давай здоровье. Грейвикс. Не, вот то дерьмо не подберу. Фальшивка. Чё, блядь? Да блядь, ударь нахуй! Сука, смеются еще. Черти, а. Так. Погоди. А, нормально. Фух, что-то я... Ладно. А, вон. А, ничего себе. Не заметил эту лестницу. Очередная клумба. Меч предков. Блин, в этой Умбре все время плачет ребенок.
Лук изуродовано. Ничего себе. Вот так поворот. Окей. Там маг ходит. My lord, I say once more, if you'd heed my skills, then also you should heed my warning. Can you do it or not? I know enough to try, but I make clear the risk, both in the casting of the magic itself and what might be the results. Bring her back. А. Ох, коготь. Так, вот это интересное оружие. Так, и что мне делать тут? Как будто бы только вниз прыгать. Блять. Охуенно. Ладно. Отчаянно ищу выход из этого максимально уебищного положения. Блин, да я тут был. Ебать, тут этих гигантов много. Так, тут по идее все затоплено. Угу. Кстати, ХП у меня вас постепенно восстанавливается. И это радует.
А, ну да, сюда. А тут у нас... Непонятно. Не, ну этого урода надо убивать. Ты застрял, да? Давай, удачи. О. Это чудеса. Коготь. Коготь, коготь, коготь. О, у него очевидно будет, да. У него очевидно будет мощный урон. Ну чё, пошли. Надо менять оружие на коготь. Так, коготь. Охереть, у него урон лютый. Ядри. 259. Вау. Достаточно энергии. Так, это исправимо. You again. Котенька, котенька. Котенька, котенька. Котенька, котенька. 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 Как раз, кстати. Прям ровно. 250. Убийство. Окей. Ману. Зачем? Есть что-нибудь нормальное? You again. Ну, вот. Нормального тут нет.
Охереть, нездоровый вообще. О, босс. Эра. Гортанные звуки. Наконец-то босс. Оно еще и разумное. Вот оно как. Ага. Что происходит? А что делать-то? А, это зона, блин. Ладно, давайте эту тварь убьем. Пока не поздно. Ты все злой? Я не понимаю, что от меня хотят. Он там что-то делает дальше, непонятно. Окей, ну в принципе убить Люси-то как будто бы просто. Так, кстати, они... да, я совсем забыл про это. Надо бафы на огонь. Обморожение и... лекарство от обморожения. А, это устойчивость, понял. Вот это лекарство. Ну давай тогда, да, устойчивость. Хотя погоди, давай-ка еще броню поменяем. Тут скорее всего есть, которая против холода. Истощение, вот обморожение, да. Обморожение. Да, как-то чуть... Ай, давай шли поменяем, чё еще. Так,
Так. Жесть. Ну, погнали. А чё он так не умирает, что ли? Блять, а как? Чего вообще? Со спины? Как это говно работает? Так, он что-то делает. Ну охереть. Здравствуйте. Блин, охереть. Головой, да. Скажи, звук есть? Микрофона. То я что-то прикола не понял, тут чел написал, что нету. Есть, ну есть. Так, тогда вот вместо этого кольцо льда возьмем.
Смотри, какие у меня новые когти появились. Ай, бля. Да, блядь. Тихо. Логан начало. Это ебланская хуйня, блядь. Как это работает вообще? У-у-у. Давай. Вырывай свое сердце. Вытаскивай эту мразь. Блять. Да как это? А, пизда Хиншвайна. Да ёбана, ты живой? Ты заебешь, блядь. Да вообще. Найс. Да блин, какой же ты мудацкий ублюдок. Давай, давай, давай. Последнее сердечко. Вырывай свое сердечко. Хуй знаешь, что я сказал. Ну, короче, да. Ну, блядь. Ну, блядь. Так. Где ты, сука? Ну, пожалуйста. Ну, блядь!
На, блин, наконец-то. Очень неприятный босс, я бы уж точно не хотел с ним еще драться. А, погоди, это еще не все. Понимаю, блядь. Ну вроде нет, умерли. Чё? О, он лежит. На, тварь! Ну! Всё. Да уж. Это его дочка, типа? Колыбельная поет. Да. Я рад, что это все закончилось. Блин, какой длинный коридор. Как будто бы сейчас что-то должно случиться. Но вроде нормально все. Сюрпризов нет. Нифига себе, мы сегодня уже 2 маяка чистили или это 3 сегодня? Я не понял. Прям жестко пошло. О, дерьмо. Знаете почему? Потому что мне все равно не хватит на прокачку оружия. Сука. Обидно. Вот если бы 4 больших куска было бы. Ай, видимо, я слишком многого хочу. Ну, этот опять мудак прилетел. А у меня ни хилок, ни ничего. Тот крыса всегда нападает. Когда ну, преимущество большое. Я очень злой злодей. Блять. Опять эта ебаная анимация не отменилась. А там 18 тысяч. И сейчас я его повторно не встречу, скорее всего. Он типа один раз только нападает.
Злодейский злодей. Да, жалко. Вот если бы у меня было все вот это вот хилка и там прочее, я бы ее точно убил. Ну какой же он мудень просто. Вечно нападает, когда я не готов. Так. Нормально. А, это вообще путь в какую-то локацию? Или что? Тут же вода везде была. Хм. Блин, что? Они еще и со временем закрываются. Бля, охуенно просто. О, найс. Семена. Very nice. Куколка возрождения. Для чего он нужен был? Вообще не помню. О, ничего себе. Это я просто тупо забираю вас, ребят. Да и все, я ухожу. Чем мне с вами тут? Так, теперь смогу прокачать, во-первых, лампу, во-вторых, Эстус. Нормально, короче. Так. Ладно, а что на этой стороне?
А, как же это бессмысленно и жестоко. Я уж лучше вот по этой дороге пойду. Хотя, казалось бы... Не, посюда лучше. Так. А, ну вообще надо переместиться. О, Our holy word continues, Lambearer. Fellow sanctified vessel, may Orius' divine radiance flow through me and into you. угу. Окей. Так. Ну, такое. Chosen bearer of the lamp, like you, I serve. А, ничего себе. Перераспределение характеристик. Перераспределение. Один, блин. Ой, бедный. Enough chit chat. Enough chit-chat. М.
А, вот 3 души могу... О, норма, норма. Блин, вообще не нравятся доспехи с плащами. Что-то она реально какая-то... Это тоже какая-то тупая грехоубийца. О, вот это прикольно. Так, что еще есть? Броня ангела пустоты. У-у-у. Может лук прокачать. Вот оно уж проситель. You again. М. Вот, да. Намного круче, чем... Хотя... А, ну да, в принципе. Ну-ка. Ну да, слабее. Колокольня.
Бля, нихуя. Ёбана. Нормально. Да умри, ёпта. Так. Ого. А вот тут дальше я не ходил, да. Вот тут я дальше не был. Так. Сейчас могу прокачать оружие. Ой, бля, ничего не упал. Нихуя себе. В смысле недостаточно? You again. Кстати, дубликаточки, оказывается, есть. Есть штук, нихера себе.
Еще одна клумба. О, еще большие осколки. Нормально, нормально, нормально. Вот это хорошо. Не до конца понимаю, куда ведет эта лестница. Давай попробуем выяснить. Ну, как будто бы понимаю, как будто бы и нет. Что-то помню смутно такие вот места. Давай иди сюда уже. Так. Обалдеть. Я уж думал, не дойдет. Давай, до свидания. Блять. Все, и по этому мосту, точнее, по этому лифту наверх. Да? Бля, охуенно. Кровопускание. Блин, это еще один коготь. Это еще один. Это еще одно кулачное оружие. Охуеть. Так, подожди. Исчез.
Так, вот этого я, пожалуй, просто вот так читаю. Да ебать их. Как же ты долго дрочишь эту хуйню свою? Ну, бля, ну оно... Офигеть просто. Нормально так зажали в углу просто и трахнули. Да, классика. Классика, классика. Давайте-ка попробуем пойти по лифту наверх. А отросток пускай здесь остается. Я почему-то думаю, что... Я даже уверен, что скорее всего... Если подняться по лифту наверх, там окажется основной костер. Там окажется основной костер. Усадьба святых братьев. Офигеть, целая усадьба. Священный блик. О, да, да, да. Костер, костер. Парус обгоревший. Руна Адыра совсем рядом, я чувствую вкус, будто вкус крови во рту. Все они пытаются довести меня до отчаяния, но я не из слабых. Руна моя и всегда была моя, я верну ее себе. Пусть боги дарят свою милость тому, кто пытается меня остановить. Как эти дураки. Здесь нет ни спасения, ни искупления для кого. Гора Монстед, как и каждый бессмысленной жизни днем. Ясно. Чел на негативе, короче. Его надо будет убить. Но почему нельзя его убить сейчас? Он же очевидный злодей. Стопроцентный. Ладненько. Пока на этом закончим. Lords of Fallen. Пойдем играть Palworld. Palworld.
в упокой мамы. Эх, ща подойду. Морс тебе даю. Потом beraber bu acemi tekis наушник атака лет. Не работает, ага. Нет, там вот сломался. Вот здесь гнездо. Это видимо.
Я забыл, какой я урод. Так. М. Итак, что тут происходит? Древесный уголь. Чем боль? А, погоди. Наоборот. Это же металлическое копье, да? Крутое, да? Ага. Да. Осколки палзиума. Ядрить тут камней. Так. Ладно, давайте пошли. Просто переместимся в... Бля, куда я хочу? А, мне горячий источник нужен, я забыл. Так, горячий источник, да? Чтобы достать горячий источник, мне нужно убить покемонов. Как бы это ни звучало. Начну я поход отсюда, открою новые земли. Да. Блин, вот опять. Почему? Это у всех так? Ну, типа... Не грызи, Юр. Дурка какая-то. Я все время слышу взмахи крыльев. Это баг какой-то, то ли что. Вот опять. Ну-ка, попробуй перезапустить вообще игру. Духи убитых преследуют. Кошмар. Суд грибов. Бля. Покайся, Гриш. Не, ну ладно, было дело, я убил там парочку людей. Точнее, покемонов. Оговорился. Так. Не, ладно, если бы я слышал все время куда-то не какую-нибудь курицу или типа того. Но это же не оно. А было бы забавно.
Лохомоноски. Вообще не те. Эволюционировал. Блин, где вообще не вижу? А. М. Убит. А, короче. Я могу поймать человека? Блин, стой. Нихера себе. Погоди. Чего, блин? Я человека поймал. Я человек. Это реально, да. Я человека поймал. Это буквально раб. Типа, блин, это вообще... Ну, сделайте клип, это вообще супер смешно. Я буквально человека поймал. Грубое яйцо. Давай ловить людей, да, надо. Это теперь у меня новая цель такая. Нет такой. Жизнь такая, как говорится. Может, покебол ловить людей, и не только покемон. Да, я только что браконьера поймал. Это, блядь, нихуя не шутка даже. Где он? Погоди. Мои палы. Энциклопедия палов, погоди. Не, я офигею, если пал, ну, он как пал будет здесь. Ну, я точно браконьера поймал. Это... Короче, ща, подождите. Нужно найти этот... точку быстрого перемещения. Да-да-да. Я вообще херею, если он будет прям на базе ходить, там что-то делать. Не, вот прям, сука, человек человека. Еще и с автоматом. А я погоди. А, мне показалось, что я штурмовую винтовку у него взял. Но это были патроны от штурмовой винтовки. Жалко. О, спасибо за клип, Енот. No fire up. Я надеюсь, он не темнокожий. Я надеюсь.
Ничего себе. Как много пал-сфер. Чего? А, Что, да? Погоди. Контрол уже был. Блин, нет, нет! Тихо. Не ту кнопку нажал. Нормально. Уже давно эти палы отдалились от людей, но стиль их охоты уходит корнями в ту пору, когда они ходят вместе с человеком. Короче, тупо собака. Переносимость веса увеличим. Холмы ветров. Колония. О! О! Это что-то новенькое, погоди-ка. Чуть не убил. О! Мелпака. Как альпака, но мельпак. Джолтхок. Это буквально ежик электрический. Нифига много сундуков. Милпопс прям. Милпопс. Мегасфера. Найс. Жу-жу-жу. Жу-жу-жу. Милпопс. Жу-жу-жу. Жу-жу-жу. Так, ну давайте альпаку. Найс. Погоди. Ты чё, умереть хочешь? Нормально. Трудоголик, между прочим. Че, как игра? Довольно-таки забавная. Довольно-таки забавная. Спят звери. Нокс. Я сейчас приобрел, тоже думаю потрогать. Ну, игра довольно забавная, очень забавная. В принципе, реально можно кайфануть. Так, а у меня есть фонарик? Ну, типа, переносной факел.
Я, наверное, могу это сделать только с помощью верстака и камня, да? Там мне дерево и камень нужен. Но тут это, по-моему, не камень. Да, это руда металлическая. Так, надо похавать. Похавать. Так, жареные ягоды. Давайте немного руды надыбаем. Все-таки все равно надо. А, вот камни вижу. А, давайте. Костер делаю. Точнее, не костер, а... Так. О, достаточно. Угу. Окей. Погнали. Офигеть, глубокая шахта. Торговец. Стрёмный какой. Я торгую... Я прочитал, как... Я торгую людьми. Любыми палами, краденными, незаконно отравленными. Отловленными. Смотри, выбирай. Купить товар. Ха. Так, а чё не... Это уже все. Вот он, вот он. Не браконьер, стрелок, он у меня на... Да. Да. Нормально. Он есть. Я реально чувака поймал. Не, они не нужны. Это покемоны. Типа они, ну, там неинтересно покемон. Детская игра, не говорили. Какой-то у вас бзик на Ну, как-то просто очень слаживается это в этой игре. Для детей 30+, да. Еще ежики. Где вот там еще эти приколдесы есть. А, ладно, пускай ходит. Я ж не больной человек какой-нибудь. Вот бы вот реально енота найти. Я слышу тут... Да ну, это было сейчас возможно, я мог продать человека. Браконьера, которого я поймал. Это реально. Угу. А, ничего себе заметил, да. Да, тоже можно будет подняться. Но сначала тут. А, вон она. Далеко, да. Слишком высоко.
Все-таки великая игра. Надо играть в нее, пока ее не запретили, реально вам говорю. Ну тут, ну, как бы, конечно, это все типа идет от душнил чисто, знаете, да, вот эта вот инициатива запрета игр и там прочее. Но я просто могу понять, от чего это, ну, что это такое? Они внутри текстуры и пытаются меня убить? Блин, это же еще люди, по идее. Вот дерьмо. Вот если бы они вышли из текстуры, я бы их поймал. Ну, раз уж я здесь, давайте до конца наверх поднимемся. Тогда, может быть... Ну, думаю, что это возможно. Я думаю, что это возможно. Ну, то есть, я уверен, что... Охренеть, ребята, я смогу погладить человека и покормить его с рук. Это настолько охуенно, оказывается. Блин... Так, я должен попасть на базу. Погладить человека, понимаете? Погладить. И покормить с руки. Но... Это... Там, короче, как будет? У него, видимо, будет, знаешь что? Скотоложество. У него будет, знаешь что? У него только рука была нарисована из возможностей. То есть он не является там, умельцем в плане постучать по этому и так далее. Там, по дереву и по камню он не мастер. Чисто по работе за верстаком, скорее всего. Он только в этом будет хорош. Но сам факт того, что этот чел будет у меня, я смогу его еще и гладить, кормить, наверное. И этот ублюдок будет валяться вместе с остальными покемонами. Просто представьте себе эту картину. Это же вообще... Это просто вот разрыв. Спит на сене, да-да-да. Надо. Ну, я не знаю, они как-то не отличаются особо, по-моему. Ауч, чуть не умер. Вот надо бы туда как-то наверх подняться. Во. Блин, по идее надо выносливость прокачивать. Реально. Этот чел вытянул. О! О! Ничего себе. Внезапно. О, вот это погерс. Видели, он еще и это сделал. Так, я тебя поймаю, человек. Я тебя поймаю. Давай. Блин, так. Давай. Еще один человек. Пойманный человек на острове Палпагос. Ловля людей. Что там написано? Ловля людей запрещена? Что?
Я реально ловлю человека. Пятница. Кабан сопротивлялся. Кабан нам не давался. О, а тут это дерево. Найс. Камнемет. Блин, класс. Лиспанк. Вот да. Это что-то интересное. Не могу понять, где его голова или типа того. Ага. Блин, там еще люди. Инцинерам. Ночной охотник, утаскивающий добычу в свое логово. Нетрудно представить, какая судьба ждет пойманных палов. Интересно, он людей ловит? О, там что-то на вершине прям такое. Это шар, видимо. А, альпака всего лишь. Но забрел я интересное место, да? Прикольное место. А не, он здоровый. А, это яйцо, ничего себе. Кажись, там крутой. Покемон. Большое влажное яйцо. Ля. Вы гляньте на это. Жесть, да? Красиво. О, там еще остров какой-то странный. О, смотри-ка, разрушенное здание какое-то. Да. Да. Угу. Потом посмотрим, там что есть. Там, наверное, база людей этих. Ну, я думаю. Или может быть какой-то жесткий этот покемон. Посмотрим, посмотрим. Давайте ловить людей. Gonna catch them all. Human ball. Они убили всех людей или... Так, нет, тут что-то творится, какая-то суета творится. А, вот он. Писает, что ли? Поймайся, пожалуйста. Еще один человек! Вы верите в это? Еще один человек. Описянки, описянки.
Ну, блин, он прикольный, я возьму его. Так. Блин, даже жалко как-то. Ай-ка. Так. О! А, вот ветхая церковь как раз таки. Мы туда хотели же. Угу. Ну, погнали, погнали. Так. А? Еще один покебал. Пал сфера. О, сундук. Наверху. Вон он. О, мегасфера. Смогу еще одного человека поймать. Класс. Ловля людей запрещена, говорили они. Угу, чуть-чуть осталось. Сейчас доберемся. Так, сюда спустимся. Ага. Заберем. Вот это. Это что такое? И там что-то есть. О, стрелы. Окей. Так. Это я нахер выкину. Где-то еще дерево должно быть. О, до хера дерева. Тут костер. Как его, факел уже делали. Давай. Это. А, нет, там мы забрали. Яйцо. Яйцо тьмы, ничего себе. Просто камень. Просто камень. О, сундук. Только как мы туда доберемся? Ну, разве что я мог бы оттуда, наверное, но... В принципе, эту статуэтку надо брать. И сюда наверх поднимемся. Спланируем, короче. Нормально. Так, и сюда. О, да ладно. Тинфист, привет. Здравствуй. А чё с ТГ? А там непонятно. Но слухи ползут всякие разные, как будто бы это Генпрокуратура вместе с Роскомнадзором это сделали. По причине того, что там дезинформация блуждает в этих... О, так, подожди. Погоди, братан. Я должен тут поймать людей. И вот этого я ловлю.
Блин, он не поймался. Ну, может, тогда... А, погоди. О! Блин, почти. Да, поймал. Так. Поимка людей с помощью полсфер считается негуманной, написано. Жизнь я негуманный, получается. Все, поймал. Потом съешь. Да, посмотрим, посмотрим. Это еще угар. Да. Давайте вот пойдем по туда. Так, ой, я голодный. Так, где там мои покемоны? Ну, короче, по поводу ТГ... О! Найс. По поводу ТГ стоит ждать, короче, официальных заявлений от этих же Роскомнадзора, Генпрокуратуры и так далее. Ух ты. Нифига себе. Кинг Пака. Ага, я его трогать не буду, пожалуй. Страшный он какой-то. О, сильный, сильный. Король Альпак. О, а там яйцо. Вот на вершинах этих штук всегда что-то прикольное лежит. Так. Свежие листва. Ветхая церковь. О, там монумент силы. Ничего себе. А, там нету. Папа, там нету. Усилить способности. О, вообще нереально, мы будем ловить сейчас. А ты за что это держал? За покемона, вот он. Пилорай. Такой, чё, блядь? Вот так. О, вот это вот парня надо прокачивать в плане урона. Там нету. Угу. Пенкинг. Пенкинг. О, кабан. А, кстати, давайте пойдем на базу. Все, на базу, на базу. Сейчас выпустим работяг. Там тепло. Мяу. Та-да. Так, меню управления контентом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
Странно. А я им не могу управлять. Погоди, а я могу вообще... Так, стойте. Да. Браконьер-новичок, выбираю тебя. Погладить. Иди сюда. Погладим. Так, давайте покормим его. Да. Иди сюда, ты голодный. Вот, покормим. Жесть какая-то. Предсика. А я тут людей ловлю, смотри. Вот он у меня. 2 человека. Покемон. Так. О, кто напал на нас? Кто? Стая проходивших мимо кого, блин? Релаксантов? О, едри. О май гад. Такие здоровые. Нихера он улетел. Блин. О. О, поймал. Найс. Релаксаурус. Качественное масло пало. Игра крутая, но она охереть какая забавная. Просто. Она просто какая-то... Она слишком забавная. Чтобы ты понимал, я в покебол поймал человека. Теперь он, ну, как бы... Часть команды, часть корабля. Так. Давно пора, да? Так, мне вот наоборот стрелок нужен. А, у меня амулет усердия какой-то был, ничего себе, не знал. Так. Подожди, что? Я могу дать... Охереть. Я могу... Вау. Я могу дать это браконьеру стрелку, и он будет уметь делать плазмомет, да? А потом еще и камнемет. Терновый лом. Давай вот это. Да! Это да. Окей. Окей. Так, кто вылупился? О! Какой-то чел. Синий? Давай посмотрим. Синий, правильно. Блин, мне интересно, а как он спать будет? Вот он. Давайте дождемся ночи, когда они все спать пойдут. Мне это очень интересно. Что он будет делать? Вот браконьер новичок ходит, бродит. Он пойдет в стену спать? Или он никогда не спит? Блин, как же это абсолютно проклято просто. О,
много денег. М, Много денег. окей, нормально дичь. А потом вот Так, покемоны ли... Вот он мой покемон. Да. Назовем его Андреем. Вот. Покемон по имени Андрей спит вместе с остальными покемонами. Сделайте клип, вот он. Пойманный мною человек. Кстати, все нормально у него. Тепло, тут и кормушка рядом, и друзья есть. Вообще кайф. Вообще ему можно было бы еще что-нибудь такое. Э, Папа, я и лайк не то. огненную, а? И не то. А ты меха-мехуха хотел. О, что? Папа, я и не то. А? М. О, мегасфера. Вот это надо. Так. Клетка место для демонстрации пойманных палов, находящиеся внутри пала, не могут работать и участвовать в битвах, но зато не требуют пищи. О, боже мой, я сюда смогу поместить человека. Ну, это я беру, короче. И вот это беру. Финичную плантацию беру. Папа, да, я вот. А и мельница понадобится. Папа, М? да, я вот макаке. Это, ну, у них надо. У них вот ты говоришь, да? Вот. Угу. Какие? Вот, спасибо за клипсика. Покемон Андрей. Папа, как я kita? Ты это... Да. А, ты что ли, Машрум? Опять ник поменял. Ну, посмотрим, может быть и есть. Но они, видишь, вот, они как вот тактично все сделали. Максимально их обезличили. В плане, просто человек, ну типа. Вот он мой покемон. Да. Назовем его Андреем. Вот. Покемон по имени Андрей спит вместе с остальными покемонами. Вот он мой покемон. Балдеж. Папа, Покемон Андрей. Терере-тере. А где Андрей? Покемон. По имени Андрей. А, вон он. Нормально. Ну, тут говнюк отлынивает от работы. Давайте мы его запряжем. Пускай работает. Мне вот нужно побольше мегасфер. И тогда я смогу прям вообще нереально жестко, да. Короче, давайте вот вместо этого челика сюда. Пускай дерево и так колотит. Блин, у меня много так-то людей. Мгм.
Надо еще поймать. Так. Что ежик умеет? Ну, так не особо. Альпаки. Тоже так себе. О! А вот этот может... А, он прям такой, смотри-ка, рукастый. Умеет всякое. Он... А он крутой. Его можно, в принципе, вместо... Да. О. Жесть, побежал. Так, пошла работа, пошла. Так, сколько у меня? 38 таких. И мегасферы мне нужны еще. Мегасферы. Так, давайте побольше мегасфер делаем. Так, яйца... Давайте я сюда положу. Так. Нужен ящик. Нет, даже не такой. Это какой-то блюдский. Во. О, мама? Мало, оказывается, ага. Блин, как же много древесины требуется для этого. Так. А я-то? Я. А? Деревья хочешь рубить-то? Тяна, руби. Нормально. Повернись. Вот, вот, на это. Все, хватит, хватит. Нормально. Много дерева. Так. И еще одну полочку сюда. Угу. Так. Мне тут надо... Так, положить сначала дерево. Так, зачем мне кости вообще? Давай кости сюда сложим. Качественное масло еще какое-то тоже сложим. Так. А, мегасфера. Десять штук. Да пойдет. 10 людей поймать, это самое то. Папа. Это Папа. О, Энда. Маста. Магада. Какими чай рогоняй? Маста. А, да, так, так, хотел. Подожди. Вот. Такие болы делаем. Опять 10 пар. Кинул? А? Кинул. Да, много сделали. Мгм. Да, много. Да много надо. Лишним не будет. Да. Папа, папа, А, много. да, много.
Так. Все, нормально. Нормально. Теперь можем пойти и... Так, давайте переместимся. Давайте вот Пенкинга попробуем ушатать. Заодно и поймаем. Может быть. Может быть. И какого уровня? 15 как раз. Обитель ледяной птицы. Блин, охереть, я случайно нажал. А, это подземелье. Охереть. Опа. Ну нападай, мудила, чё ты там стоишь? Блин. Ну, благо это супер близко. Просто переместиться. Это типа девушка, но с бородой. Я просто шуточный такой. Ну, шуточного персонажа сделал. Так. Так, погодите. А, блин, хп вообще мало. Может быть... Оп. Ладно. Я думаю, с этим покемоном... А, мало. Ё-моё. Да перезаряди уже, ёб твою мать. Вот тут-то. Блин, он ушатывает Пенкинга. Ням-ням-ням. Все. Пойман. Нормально. О май гад. Металл древней технологии, морозный тор. А? Сильный. Ну, сильного поймали. Так. Ого. А этих Пенкингов вообще до хера можно поймать. Не понял. А я еще и левел получил. А есть это? Есть это. Есть это. Сердце, да. Да. А ты там Мало, да. Да. Да нормально. Давай переноси. А хотя. Лучше выносливость. Да, выносливость. Чтобы вверх подниматься.
чтобы он лазить мог подольше. О, костер. Давай туда пойдем. Ну и подольше летать сможем. О, Сундук. пу-пу. А я тебе. О, Ага. И сфера рядом. Кремис. Ай, блин, так... не то. Слава богу. Я уж подумал, мегасферу потратил. Не, так от Сполизиум. Ну, тоже неплохо. Тоже валяется Сполизиум. Кремисы, кремисы. Давай поймаем. А ёпта, я убил его. Блин, тоже убил. Что-то много урона. Не жалко, что нету режима, типа, нелетального... Ну, нелетальных атак или типа того. Это слишком легко было бы. О, мои покемоны. уа. Сейчас я этих покемонов поймаю. Надо их затыкать копьем для начала. Так, покемоны, покемоны. Это же мой любимый вид покемонов. Люди. No, no. 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 Да ладно. Второй, между прочим. Вторую мегасферу кинул. Нормально. Принтер. Еще какой-то чел. Угу. Ой, ух, Я хочу в один момент выпустить всех людей в лагерь. А? Вот так. Да. Ага. Сейчас пойдем туда. Опачки, это что такое? Не, нормально. Это такой обычный покемон. Сумка. Сундук. Угу. Сундук. Да. Нормально монет. Да, кстати, вот благодаря сундукам у меня, по-моему, деньги хорошо так прибавляются. О, еще один сундук. Адепты организации по защите палов. Охереть, это... Так, я понял тебя. Я не знал, что есть еще другие люди. Так. Он высокого уровня. Ты посмотри на него. Ну вот этот, в принципе, 16-го. Да, я могу поймать 16-го. О, круто. Вот 16-го сейчас поймаем. Или не поймаем.
А, не, поймаем, поймаем. Ну, маленький шанс поимки есть. Ну, давайте одну мегасферу попробую потратить. О! Себя защитить не могут, да. Ну вот этого я точно поймаю. У него уровень прям подходящий. Так, как бы его случайно... Блин! Я его убил случайно, сука. Ну ладно, я думаю, на этом острове их много, в принципе. Адепты. Адепты. Защиты прав палов. Вот бы их кто защитил, да, ребят? О, кстати, тут так-то совершенно интересные иные покемоны. Вот это вот что такое, Бристла какая-то. Ничего себе. Выглядит как... Рул 34, ребята. Или нет? Лопи. Да ладно. Блин, я ее ушатал. Почему я такой мощный? Так, тут было еще один. О, пещера. Скорее всего, данж. Ой, мегасфера. Походу высокоуровневый какой-то остров. О, яйцо. О, сундук. Да. Гигасфера, ничего себе. Обалдеть. Траванул, ублюдок. Да и нахер. Плевать. О, адепт из организации по защите палов. О, сейчас. Блин, а хилок нету, да, вообще? Блин, вот эти вот высокого уровня. Да, хотя бы вот этих. Не, что? Вот это? А, это просто обычное яйцо. Почти как куриное. А? Сфера. Сейчас заберем. Робин Квилл. Блин, вот его надо было поймать на гигасферу. Смотрится круто. Блин. Нормально такой. Непонятный. Ты чё? Агрессивный, что ли? Ясно. Не, ну, в принципе, хотя... Не, ну урон маленький у меня. Блин, вот как знал. А, дерьмо у него прям вообще пиздец. У меня весь лут там валяется. Твою мать, весь лут там валяется.
Да, далековато. Вот Том лицемеров. Нормально такое название. О, Том лицемерычи. вот так есть. Опасно. Угу. О, Это что такое? А, руда. Полизиум. вот. Непонятно. Нет, нет. Камень, по-моему. Высотка. Ё-моё, потемнело. Ай, блин, я могу отхода сейчас пони двинуть. Сука, я забыл совсем про холод. Пиздец. Короче, быстро надо до шмотки добираться. Давай, 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 быстрее. Надеюсь, этого сраного Робин Квилла тут нету. Ух, окей. Так. Давайте... Эрмур. Бристл. Опа. Типа браконьеры че спят? А, нет, их убили. Так они и сами и охотятся еще и на покемонов. Понятно, понятно. Блять. Неважно. Чуть не умер.
Так. Мед. Так. Семена пшеница. Древесина. Блин, жестко не работает так. Семена салата. Да, пшеница тоже сюда. Так. Так. Блин, не знаю, зачем это на... Не. Вышка надзирателя. Так. Давайте... А, надо сначала... Понял. А, ага. Так. Так, да? Угу. Хорошо. Допустим. Давайте тогда я это дело поставлю как-то... Вот так. Потом. Вот так. И потом. Вот так. О, рабский труд. Охереть можно. Не, ну есть что. Ну, если что, да?
не соединено с строением. Ну, в принципе... Накладывается на другой объект. Блин. В принципе, можно было бы вообще... Блин, у них же разная высота, как будто будет. Ладно, фундамент, в принципе. Короче, тот же поставим фундамент. Но... будет кое-какие изменения. Не хватает опора. Блин, охереть. Все-таки опора нужна, да? Ядрить.
М. Вот так вот сделаем лучше. Так. А, не получится, да? Так. Так. Понимаю. Так. Блин, опять вот тема с окнами. Окна нужны. Надо же смотреть на то, как у меня там спят они. То ли у них хорошо. Блин, еще один пенкинг. Охренеть. Так. Давай, яйцо тьмы. Блин, вот это да. Мне только конфедератского флага не хватает. М. Так.
Так. Тимуфи. И... Кровать. Пускай она будет... Вот тут. Блин, почему у этого челика рассудок пошатанный? А, погоди, истощен. Я супер голодный, кажется. И снаряжение повреждено. М, Так. Э, м? Вот это да. Это металлический слиток. А, понимаю. Он точно той стороной стоит? А, вот. Теперь правильно. Папа. Папа. М, Я пойдем. Да, это патроны. Там нету. Это пока оружия нету, да. А потом будет... Антон, папа спать-то. Хорошо. Папой будешь спать. Маме не уйдешь. Понял? Если сейчас папа пойдет спать, значит со мной будешь спать. Понял? Нет. Тогда иди. Именно пшеницу. М.
Блин. Мне, очевидно, требуется... О, оно. Чего? Тут что, типа генерация прям такая? Даже сундуки возрождаются на том же месте. Ай, у меня же снаряжение повреждено. Угу. Окей. Так. Угу. Да почему не слаживают сюда? Так, сортировка. Сортировка. Угу. Так, нужно хавчика. Блин, браконьер-стрелок теперь 15 уровня, в принципе. Но он, сука, такой медленный вообще. Кто не хочет сражаться за своего хозяина. Флоппи. Флип-флоп-флоппи. Сорок минут, охереть. Так. Рукастый, рукастый. Хо-хо. Нормально. Не-не-не-не.
Там и дальше подниматься можно. Просто я к тому, что он уже рядом с моим уровнем, уже прокачанный. Вполне себе. Блин, вот нужен какой-нибудь огненный покемон, который будет нормально жечь. Так. Давайте теперь двинем. Так. Стрелы, кстати, заканчиваются по идее. Да и сфер как-то мало. Так. Нормально так поливает. Отдыхает. Yeah. Так, а тут что творится? Вот тут буквально по соседству. Да, ядрима. Кстати, я их... Давай их поймаем. Там какое-то строение, что-то типа того. Вечер добрый. Так, мне нужна слюна пала. Для моей коллекции слюны. А тут есть шайни покемон, типа с собой расцветкой? Ну, наверное. Но ты смотри, что у меня есть. Блять. Человек. Я человека поймал. Нахуй. Да? Теперь прям точно. Давай стреляй, ублюдок. Будь добр. Ты ж, блядь, браконьер нахуй. Бля, он не хочет. Какой же он урод. Сын собаки, меня убивают. Вот знаете, что я сейчас сделаю?
Блин, вот знаете, что я сейчас сделаю, блин? Вы, блин, не поверите, что я сейчас сделаю. Только сейчас доберусь до своего лута. Он у меня, сука, пожалеет сейчас о том, что сделал. Он у меня, сука, пожалеет сейчас. Что хозяину своему не помог. Он... Ты съешь его? Возможно. Иди... Иди сюда. На, сука. На, блядь. Патроны для штурмовой винтовки. Блин. Жестко. Просто и со вкусом, так сказать. Ну, можно сказать, что я с ним сделал все, что вы, ну, как бы, можете себе вообразить, потому что я буквально им владел, этим человеком. Я владел этим человеком. Так что, да, можно сказать, что с ним случилось всякое. И куда ты? Блин. Я чуть что могу сразу это зарубить. Да, страшный человек получается. Вообще хочется поймать защитника прав палов. Такие тоже есть в этой игре. Защитник прав палов. Сейчас я попробую найти такого и поймать. Так, давай так повысим. ЗПП. Так, я что-то хотел сделать, но, сука, забыл что. Блин, вот для чего, вот для чего я металлический слит это делал. Совсем забыл. Я же, говорю, кошку хотел создать себе. Таиландец. Я жил год в Таиланде, а сейчас я живу в Новоякутске. Ну, так скажем, то, что... Да. Таиланд меняет людей.
О, нормально камней. Так, ну все. И меняет пол, наверное, тоже. Так. Ты можешь вывести человека из Якутии, но не Якутию из человека. Да. Хорошо сказано. Так. О, холм лицемеров. Погнали. Там сложно так-то. Не знаю даже. Эрмург, Аякпо, 17 уровень. Блять, вы чё нахуй? Где мой Пикачу? Вперед, Пикачу! Блять, ему перезаряжаться еще надо? А, это я перезаряжаюсь, лол. Нет, 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 нет! Дай поймать. Блин, вот этого парня лучше не парить. Сука, а он это, все, пиздец. Загрелся на меня. А я не мог по-другому, пиздец. О, а там прям замес идет. О, надо поучаствовать. Сейчас человека поймаем. Да отъебитесь, пожалуйста. Блять, они его убили. Блять, я ничего не мог поделать. Поимка людей не удалась. А с кем они сражаются? А, они прям... Да чё такие охуевшие, блин, вообще? Не ловятся, не ловятся. Угу. Да ловись. Да я... Блин, оно хочет умереть, я вам говорю. Ну, слава богу. Уф. Ох уж эти суицидальные настроения покемонов, это просто жесть какая-то. Они как, знаете, эти, как люди в Америке, которые идут с ножом на полицейских и кричат: убей меня, стреляй, стреляй, сука. Не хотят ловиться. Покебол. Вот так вот, блин.
Вот тебе и Пикачу. Блин, чел. Ни души. Отлично. Первая поимка. Легко можно взлететь, схватив даже человека. Легко можно взлететь. Жесть. А вот здесь, блин, вообще, если прочитать тут всякие разные описания покемонов, они довольно-таки стрёмные. Большинство из них. Так, сейчас, смотрите-ка. Похаваем. Пойдет. Охереть большое яйцо. Так, ну придется выкинуть что-то. Бристла. Ну, в принципе, Бристл попытаться поймать. Флоппи. Флоппи, кстати, прикольная. Она тоже может всякое делать. Блин, вообще офигенный остров. Вот это вот место. Это просто находка. Так. Из глотноход. По-моему, я даже знаю где примерно. Так. О, мясо Эрмурга. Давай-ка попробуем. Уху. Вкуснотища. Где-то в Янау. Какой-то автономный округ. Это где? Что это? Я мало не Ненецкий. Нене. Понял. Ну, блин, это по сути касается чисто, знаешь, этого географии, так сказать. Я плохо, в плане. Ну, блин, Геогесера надо поиграть, Геогесера.
С одним Нэнсом? Типа это интересный опыт? Любопытно. Ой, блин, так, стойка. Я жил в Уренгое, а это Вьетнам. Я его спросил на своем языке что-нибудь сказать. Тоже север, типа, как крайний. Он сказал, что я недостоин. Хуя. Круто. Мощно. Недостоин. Странный был тип. Может, он Overwatch любит. Я хуй знает. Я немцев видел только на День оленя. Они торгуют мясом, дают пофоткаться с живым оленем в своих народных костюмах. Стоят такие. Нихуя себе. Это, кстати, мой самый первый покемон, которого я поймал в этой игре. Каттива. У него язва желудка. Блин, надо его спасать. Да, язва желудка. Не шарина я ему не даю. Блин, вот этот мартыш. Надо, знаете что? Надо поймать найтвингов. Надо поймать найтвингов. Плавление. Откуда вообще прибежал? Так, чел. Сюда. Давай, работай. А, ты голодный? Он не мог спуститься все это время, чуть не умер с голоду, прикиньте. Жесть какая, да? А меня еще и типа плохим называют, типа, ну, вот, не знаю, рабовладельцем. Но видите, какой я хороший, что я делаю? Так, у меня там у одного покемона слабость. Надо его... Блин, только качественные медикаменты спасут этого покемона. Так, ребята, а хули вы так жестко работаете-то? Может, расслабитесь уже? Серьезно. Гуманный труд. Я дойду.
неси, неси. Молодец, молодец. Куда ты несешь? Что? Что он делает? Куда она несет? Да ладно, вообще насрать. Ух. Донес. Так. Металлические слитки. Блин, как же мало. Перелом, блядь. Как ты перелом заработал, мудак? Как ты это сделал вообще? Так. Короче, эти шайни это для перфекционистов вообще. Ну, шайни типа есть вообще, да. Лоу. Вот он, шайни. Короче, ты давай сюда. Так, вместо вот этого вот какого-нибудь. Вот как раз с огненной, кстати же, есть. Скоро огненный подойдет. Иди, работай. Я одно время смотрел стрим. Я одно время смотрел стримы по покемонам. Тогда, кажется, Let's Go Pikachu и было актуально. Чел стримил днями Shiny Hunt. Мог за 10 часов ни одного не поймать. А их там сотни. Прям репетативно сидел, одно и то же делал по 10 часов в день. Ебать. Что-то жестко. А, я горю, смотрите. Я наступил на костер, и теперь я горю. Бывает ж. Ну, конечно, всем интересно, видимо. Поймает ли он сегодня шайни покемона? Это вы узнаете, возможно, сегодня. А чем этот чел занимается вообще? Блин, я даже не знаю, что тут кого можно выложить. Питьевая. Ну, в принципе, давайте вот выложим такого вот баттерфляя. И пускай он занимается, знаете, чем? Хотя бы такие ягоды создает, пускай. Так, а что мне надо? Рога, металлические слитки, кости. Вот для чего рога из кости. Ну, в принципе, да. Так, короче, погнали. Мы на сей раз тогда, если уж такая штука, двинем
А, в сторону. Сюда, наверное. Ну, мамарест. Давай сюда. А, я забыл. Я мангу магички прочитал. Третий сезон вообще сочная. Думаю, выйдет анимека. Ну, я в одно время тоже почитал всякие разные манги. Ну, не то, чтобы я прекратил это делать. Просто если придет что-то интересное, я читаю. Там читал, например, этого. Как называется? Ганц читал. Блейм читал. Убийцы Ити. Блин, всякое интересное было. Так, вот эти вот полсферы сейчас. Надо бы, блин, кого-то мощного с собой взять. Вот сортировка по типам. Вот, блин, у меня 6 людей целых, охереть. 6 людей споймал. Капитанское скольжение. Депрессия. А, о. О, нормально. И теперь можно создавать сферы. Всё. А! Совсем забыл. Знаете что? Надо стрелы сделать. Нормально так по 3 штуки создаем. А как так? Интересно. Всё, короче. Let's go. Вот хочется как-то вот отсюда, вот в эту сторону пойти. Но лучше давайте вот отсюда пойдем. Тоже интересное место. О, оно. Так, у них есть рога.
Охереть, он убежал. Раскиданул своего... Не знаю, может они в отношениях или нет. Твою мать. Манка, гумос. О, вот он, вот он, вот он. Чики-пики. Чики. Тринадцатый уровень, да? 13, да. Нормально. Тут босс типа есть вроде. О. Свирепый, да. Так. Ну что тут у нас? Думаю, пойдем направо. Мау. Мау. Че это? А, это залежи этого дерьма. Ничего себе. О, нихера, нормально так. Да. Мощно, мощно. Хм, 15 хватит. А это что такое? О, сера? Так, блин, такого еще не было. Сера. Новый ресурс. Блин, надо переносимый вес увеличивать. Пойдемте. Блин, наверное, надо избавиться от этого немного. О, нормально. Так, мне нужно больше ресурсов. А, эти кошки дают чисто монеты, деньги. Понял. Так, я пришел оттуда. Да, это сюда. Пудлеры. Кстати, хорошие рабочие пудлеры.
Я не знаю, но за них даже опыт не дают, но сам факт того, что я могу ловить людей, это прям... Очень круто. А, там тоже появились. Так, ну давайте сюда пойдем. Тут, видимо, босс будет сейчас. Босс подземелья. Dungeon Master. Дерзкий малый. Браконьер-новичок вырвался. Дерзкий малый. Ах ты дерзкий малый. Смотрите, какой дерзкий. Угу. Мастеровитый. Вот так вот и живем. Так, залежи серы. Ну, сера. Да, немного полтаем серы. Блин. Что-то комнаты с боссом найти сложно. Пока еще не нашел. Ты там еще спрятался, что ли? Да какой же он... Убивает. А, во-во-во-во, оно. Это здоровый пингулет.
Вот, блин. А! Да поймайся ты уже, ёшкин кот. Какая же сволочь, а? О, жесть. Не, лучше, блин, все-таки выносливость прокачать. Лучше все-таки выносливость. Ладно, я так подумал. Ох ты, нихера там сундуки. М-м-м-м. Чертеж меховой брони защиты от жара. Плод мастерства огненная стрела. И рубина 2 штуки. Красота. Так. О, Найтвинг. Кстати, Найтвинг. Мне он нужен. Найс. Так, еще один сундук. Так, вот тут мне надо бы, раз уж я здесь, найти еще одну точку быстрого перемещения. Где-нибудь тут на нейтрале. Неизведанной земле. И балдеж. И это будет чисто балдеж. Вроде бы агрессивных тут нету. О, яйцо, кстати. Блин, придется выбросить металлическую руду. Слишком тяжело. Нормально. Это Руби. А, совсем забыл про этого катана. Вон она точка. Так, а тут что-то как будто бы есть. Ой, о, оно. Тут что-то происходит. Так. Фи. Ты посмотри на этих идиотов. Что творят? Они Пикачу поймали, в принципе. Мне он нужен. И лег спать просто. Сюда. Да чё вам надо? Я не понял. А какие претензии ко мне вообще от вас? Ладно, я вас просто убью потом. Ядовитая железа. Окей.
Примитивные патроны. Так, по-моему, у меня такой был. Паркет. Так, к этому не приближаемся. Так. Ты чё, гонишь-то? Ну ладно, давай поймаем. Это куда-то прямо идут. Целенаправленно. Как будто бы. Хм. Они меня только заметили и решили напасть. Тупо умер. Так, ну в принципе Катева. Такой дерзкий. В смысле? Типа, хочу поймать 10 штук таких. 10 штук таких из каждого вида. Вот не знаю почему, но там типа 10 написано. 5 из 10 там и так далее. Наверное, будет какой-то бонус. Опыт, вся херня. О, нормально. Так, вот этого Найтинга надо. Блять, его просто убил. Так. Угу. Напуганный пострадавший, на помощь. Я больше не хочу здесь находиться. Меня напал раз гигантский пал. Он играючи рвал людей в клочья своими зубами. Ебать. Налови палов и построй базу до наступления ночи. В темноте у нас нет никаких шансов. Разведи костер, спрячься в укрытии
И молись в ожидании рассвета. Вот возьми, поставься выжить и уноси ноги с острова. Окей. Звучит, конечно, интригующе. А я могу? Так, стоп. Блять, нарушение. Блять, сука. Это не я. Это... Я человека убил. Типа, ни в чем, блин. Я хотел всего лишь ее в раб... Да это сраная кошка. Блин, тупые покемоны, их надо в покебол обратно закидывать, когда что-то такое начинаешь делать. Когда собираешься кого-то ловить и все такое. Они вообще отмороженные, эти покемоны. Привет, Аял. Здорово. Так. Что за игра? Это Pal Worlds. Типа про покемонов игра, но также я тут могу ловить людей. Покебол. И это супер угарно, конечно. Мамонта уже поймал, не, пока еще нет. Мамонты, они 30 уровня все начинаются. Они безумно сильные. Такого хуй поймаешь. Блин, ну вообще сам факт того, что я мог поймать того человека, это просто... Это просто вау. Это реально круто. На что похоже? Ну, это прям такой безумный винегрет. Вообще, это Зельда, которого Breath of the Wild, дыхание дичи. Breath of the Wild типа помешанная с механиками выживача. То есть я могу дерево добывать, там камни и все такое. Также еще плюс идет в плане выживача еще и развитие технологий. То есть эту игру сравнивают с выживачом Ark Survival. Там тоже, по-моему, идет развитие технологий. Можешь строить базу и так далее. То есть, короче, вот смотри, слушай. Ты ловишь покемона. Стоять нахуй. И этот покемон, помимо того, что он еще и будет сражаться за тебя, он... стоять нахуй. Он на твоей базе будет работать в карьере, добывать камень, работать киркой, типа. Он будет спать на сене, который ты ему там положишь. Короче, ты из этих покемонов делаешь своего рода работников, и они становятся жителями твоей базы. Ты можешь им оставить всякие разные задачи, типа сделай мне 200 стрел, а сам в этот момент идешь охотиться на других покемонов. Ну, вот, кстати, сейчас я этим занимаюсь. Да, это вообще жесть полная, тут все смешано. Но при всем этом, вот, казалось бы, это дерьмо не должно работать, но оно работает вполне себе нормально.
То есть удивительно, но факт, да. Вполне себе играбельно. Да. Ну вот видишь, чем она людей еще зацепила? Тем, что у нее такой сеттинг необычный. Типа, штука еще в том, что покемонов на ПК нет, и поэтому все такие типа, о, нихера, типа это же покемоны. А потом они в него поиграли, и такие типа, охереть. Это не просто покемон. Это, по сути, симулятор рабовладельчества покемонами или что-то в этом роде. Но это очень забавно. То есть, когда ты еще будешь расти в развитии технологий, ты потом в последующем можешь создавать для покемонов всякое разное оружие. То есть, у меня есть, например, вот такой вот чел. Это мой персональный Пикачу, можно сказать. Сейчас я попробую кое-что сделать. Так, давайте пойдем туда, в ту сторону. Какого-нибудь сильного, блин, этого покемона мне нужно. Я хочу ушатать какого-нибудь сильного покемона. Так. А, я, кстати, еще... Ну, всякие разные эти штуки, приспособления для покемонов создаешь. И, например, ты можешь вот так вот делать. Вот. Это вот летающий покемон. И ты его можешь использовать как глайдер, если сделаешь перчатки. Типа к нему. Да, Зельда. Ты чё, волк? Сука! Олень, не беси меня нахуй. Убью же. Я на этого урода мегасферу потратил. Вторую. Не дай бог сейчас не поймается. А, ладно, нормально. А я уже хотел было убить его все уже. Она еще бесплатная? Она бесплатна для геймпасса, а так в стиме она сколько-то стоит. Я по Steam пассу, по геймпассу играю. Нормально, прикольно. Так, хочу поймать человека. Давай, ловись. Все, пиздец. Браконьер по имени Андрей стал моим покемоном. Бля, не, погоди. Они против Гринтейла дерутся. Так. Наемник-здоровяк.
Блять! Блин, срочно надо скидывать дерьмо какое-нибудь. Да блять, да выкинь же! Давай! Мочи! Блять, не то. Нажал. Ой, я так не хочу убивать его. Да блин. Давай вообще на одном хп его почти ставлю. Еще один удар он переживет. Хотя нет. Блять, мог перенести, наверное. Да, мог. 2 хп оставил. Так, может где-то валяется пера? Яйцо. Блин, покебола нету нигде. О, вон он! А ну. Повезло, повезло. Давай, победная. Да блять. Да за что? А вдруг еще одна где-нибудь? О, там вообще сундук, а вдруг там... Мегасфера? Бля. Ты че, рекламу ты четкую не выключил? В смысле, я врубал? У меня выключен должно быть. Смысл мне вообще его включать? Блять, если он включен, то это странно. Хуй знает. Я без понятия. Она у меня вырубленная должна быть. Я не включал. О! Блин, вот же. Вот с таких покемонов. Она в каком режиме играется? Оффлайн? Оффлайн? Но можно и онлайн. Да, в принципе, понял, ага. Окей, он как босс, прямо хорошо. Ладно, это хорошо, я его не убил.
Это хорошо. Вот если бы убил, блин, так себе получилось бы. Она как, вот реально, смотри, оно как Genshin Impact, скорее всего, будет в режиме игры. В будущем. Это еще, по идее, альфа там. Альфа, при-альфа, хуй-альфа версия. По сути, игроки, которые играют в эту игру, они все бета-тестеры. Да. Но, блядь, наши такие гении, нахуй, решили сделать Нью-Йорк. Нью-Йорк. Как оригинально. Сфера. Руины церкви на острове Болотистых равнин. Так, еще 3 штуки. Так, надо полететь на базу, скинуть приколдесы. Так, ну-ка, большое яйцо вылупилось. Кто там? Катрес. О, блядь, она же у меня вообще пиздец жесткая. Она вот у меня вот как босс 23 уровня. Нихуя. Так, ну, теперь давайте огненного поставим. Да. Класс. Так. О. О. Мощная броня какая-то, слушай. Ой, нихера себе долго ее делать придется. Ух. Блин. Так, пускай кто-нибудь займется. Бля, палы-людоеды, ебать, откуда, где? Охуеть, представьте, палы нахуй, людоеды. Сука, людоеды просто. Идут меня кушать. Так. Но у них шансов нет никаких вообще. Им пизда. Им такая пизда. Этот чел еще раз улетел. Бедняга. А, это мой. Так, у этого покемона депрессия, ребята. Вот, кстати, рукастый. Давай так.
Так, оленя хотел, да? Здоровяк, умелый бегун. Старательный. Вот старательного давай. Вместо депрессивного. Делай это. О, спасибо, Аял, за 100 рублей. Спасибо. Большое спасибо за 100. Хорошего тебе стрима. От души. О, музона. Музон как раз к этому. Локация располагает хороший. В смысле пользоваться? Когда в желание я облёк влеченье, не полюбила ли ты во вред себе? И снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть лоб, черный, фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. Вот так вот. Спасибо за офигенный музон. Так. Погоди.
Серьезно? Окей, мне, видимо, придется носить то и то, короче. Да. Так. Так, горячий источник. Да ладно, впервые камня не хватает. Хорошо. Сколько... Блин, вы нормально собрали. Я не унесу, да. Так, горячий источник. Чтоб у меня вот эти вот работяги отдыхали. Я ж не... их какой-нибудь. Пускай они мне отдыхают. О. Ё, обалдейте, ребята, кому надо. Так. Улучшение базы. Наконец-то. Выпустить палов работников. Так. Так. Кого бы еще? Блин, у него перелом. Слышал. Да. Давай человека выпустим. Все, иди, мистер Покемон, работай. Слушайте, а он прям реально пошел работать. Взял отвертку. Так. Вот сукин сын, он чинит мою базу. Прикольно. Термоконтейнер. Термоконтейнер. Видимо, надо это исследовать. Так, термоконтейнер. Мегаглайдер. Кулер. Это холодильник, который. Блин, металлический след не хватает. Наверное, надо еще. Ну, хотя бы. Давай 26. Давай, делай, давай. Давай, Андрей. Блин, покемон Андрей хорош.
Вон, смотрите. Горжусь им. Так. Теперь надо мне по характеристике. Ну, не знаю, даже как будто бы... Переносимость веса, наверное, увеличивать надо, да? У меня часто из-за этого проблемы. Но с другой стороны, выносливость очень сильно помогла. Ну ладно, давайте лучше это. Так. О, стрел вообще нормально много. Надо бы мегасферы создать, чтобы ловить боссов, покемонов, редких покемонов. Да. А ты видел, Гудзон, что я, типа, ну, покемона Андрея поймал? Покемон по имени Андрей. Сейчас покажу. Я Генш так и не осилил, но надоело я так побегать. Но Зельда, конечно, в этом плане далеко ушла. Ну, это даже, ну, круче этих двоих, потому что... Ну, просто глянь на это просто жизнь, что ли. Так, где Андрей? А, вон он. Вот, знакомься, покемон Андрей. Вот. Также у меня есть покемон Алексей. Вот Алексей. Вот. Смотри. Так, покемон Алексей. Поглажу его. Вот, гладим его, гладим. Нормально все. Чтоб он не беспокоился. Так. Покормлю его, конечно, хлебушком. Вот, все. Алексей, не парься, все будет хорошо. Иди сюда. На, блядь. И покемон Алексей был разделан на мясо. Да. Вот так вот и живем. Капец тебе, Ферман, да. Да, это жестко. Покемона Валера заведи. Так, как покемон Валера. Так. Вот он, это Валера, это Валера. Так. Валера, выбирай тебя. Молодец. Так, покормим Валеру, покормим. Иди сюда, покушай. Жареных ягод. Молодец. Так, теперь его мясо стало вкусным благодаря жареным ягодам. Но он об этом не догадывается, и поэтому мы его берем. И мы получаем пал-сферу. Да, я людей поймал. Я реально охуел, когда я смог это сделать. Кстати, там же наверху чувак есть. Выживший исследователь, ребята. Так, это будет новый Андрей. Так,
товарищ исследователь. Так, это девушка. Так, это будет покемон Таня или Маша. Так, давайте как-то вот так встанем. И... Так. Блин, ребята, вы... Ах, мать твою. Блин. Теперь я преступник. Да, стоило догадаться, что, скорее всего, мои ублюдки... Да... Но факт такой, то, что я могу это поймать. То есть ее... То есть, да, ее поймать. Это... Так. Погнали сюда. А, блин, зачем? Жестко, конечно. Да, эта игра пиздец веселая. Мегасфера, мне нужна мегасфера. Ты чё? Нормально все? Ладно. Так. А где он создает их? Я его не вижу, но он при этом где-то есть. Блин, вот покемон Андрей могет, он человек все-таки. Дистанционно работает из дому, понимаете? На удаленке. Андрей на удаленке. Нормально. Я хороший работодатель, я разрешаю своим покемонам работать из дому, если они способны на это. Андрей способен. Так. Погнали. Так, мы сейчас будем ловить толстого огромного кота. Чики-пики. Нихера себе. Нападение петуха. Давай. Работаем, работаем. Блин, жестко.
Так. О. Поймался наконец-то. Фу. Левеля. Окей. Окей. Да, выносливость. А, оставленная мною сера. О, прикольно. Блин, игра запоминает такие вещи. Это хорошо, это прям круто. Да. Ну, я скоро пойду спать, да. Бля, я забыл поменять покемона. Поставить своего. Ну, ладно. Я, кажется, в игре становлюсь каким-то преступником, потому что, когда я пытаюсь поймать очередного человека, игра мне сообщает о том, что я совершаю преступление. Но при этом, знаешь, что я делаю? Типа, ловлю не браконьеров теперь, а ни в чем не повинных людей. И каждый раз, как захожу, охреневает твоего перса мозг просто 30 его не могу привыкнуть. Да-да-да, я тоже охуелся, когда зашел. Очень непривычно. Смотрю на ножки, на эти сапоги, потом понимаю, глаза выше такой. Да. У меня персонаж тайского происхождения. Уважайте. Уважайте выбор моего персонажа. Быть таким, какой он есть. Так, хлеб. Так, что-то у нас происходит. А вот эти вот крайние острова, они чисто рофильные, да, максимально? Типа ни о чем, да? Как будто бы так. Хотя это лучше, чем персы из Нового Принца. Это хорошо, да. Так, Диносума. Кстати, они прикольные. Можно было бы попробовать. Блять, больно нахуй. Ебать! Блять, да поймайся ты, сука! Нихуя я этого поймал. Семена пшеницы. Мистер Муску. Вот должен был пойматься, и тогда бы ты не умер. Блин, тоже. А как этот петух смог оттолкнуть мой покебол? Это как вообще?
гиры. Ага. Так, еще 5 петухов. И нормально. Ну, я вообще, конечно, не знаю зачем, но я поднимаюсь сюда наверх. Может быть, что-то будет прикольное. Да. Прокачивать выносливость — это важно. В подобных играх. В Зельде и все такое. Этот generic Black Dread, дюд в каждой игре. Да. Не, я вообще как бы полностью согласен с этим. Совершенно бред полный. Наемник здоровяк. О, наемник здоровяк. Давайте поймаем Михаила. Ебать, у него дробовик. Блин, я его убил. Так, вот я тебя поймаю. Наверное. Так, Михаила поймали. А это Федя будет. Нормально, нормально. Даже ошибка вот это, ру-текст написано. Типа Перси, средние века, пускай будет чел из Африки, Мавр, типа, ну, блядь, Зумерских выпутал с Галема. Ну, блядь, да. Я, конечно, понимаю, что там пригорает, конечно. Ну, это, блядь, хуй знает, конечно, проект такой максимально коммерческий. Это коммерческий продукт чистой воды. Нацеленный чисто на то, чтобы, ну, привлечь тех или иных покупателей, типа, знаешь. Тут чисто они такие: о, давайте-ка мы, типа, привлечем молодых ребят, которые, типа, только начали идти в школу. Вот это вот наша аудитория. У бумеров был свой принц Персии. Так мы сделаем своего, типа. Так, 10-го ламбола поймал. И что тут дадут? Завершено. Окей, ну просто типа завершено. Блин, ну куда ты в лицо, ну, лезешь? Ладно. Что ж, случилось, случилось. Что ж поделать? Судьба такая. Так.
Там еще аниме спецэффектов. Кто-то жалобка персидской сетки. Это, кажется, будет, знаешь, метроидвайдня какая-то. В общем, студия хорошая, они это до этого делали Реймонов крутейших. Игра... Реймонов. Игра геймплейна вроде как отличная, но я чисто визуально буду плеваться от этого негатив. Прикроют все плюсы. Вот сделали же Мираж, там сеттинг идентичный, все, чики-пики. Чики-пуки. Но перенесите вы, принц, это, ну... Ну вот видишь, они вот так вот залупились. Решили такие, типа, чисто коммерческий проект сделаем. Чистый коммерс. Чисто коммерс project. Коммерс project. Мусан Делакс. Что? Блин, мне... Там кто-то под водой спит. Панч Боб. Так. Ох, ебать. Да, мне этот чел, скорее всего, нужен. Это динозавра? О, да, динозавра. Хочу динозавра. Нормально. Ловись уже. Старательный. Да ты чё, живить не хочешь? Если сейчас выйдешь, убью, блядь. Ну все. Предупреждал, предупреждал. Так, вот где-то тут должна быть точка быстрого перемещения. Если босс рядом, то это очевидно, что где-то вот поблизости должна быть. Но я просто пока еще не увижу. Такие спин-оффы можно выпускать, когда основные части на потом поставлены. Но это уже по руке ремейк. Уже года 4 не могу выпустить. Не. Но от чистой воды, блин, совершенно новый проект, как по мне. А так, тот самый ремейк, который, блин, по идее должен был выйти, он просто, ну, блять, типа, ну, его похоронили, видать. Вообще, почему и зачем. Как по мне, блин, Принц Перси, ну, возвращение Принца Перси было бы супер охуенно. Она довольно-таки крутая была вообще. Первая часть такая прям хорошая, классная. Прям арабские сказки, вот реально. Ни в одной игре практически не встречал подобной атмосферы, как там. Как по мне, это очень интересный проект был бы. Но они почему-то этого не видят. Привет, Ифрит. Да. Ох, или Ифрит. Ты не знаешь, чем я занимаюсь в этой игре. Ты даже не представляешь, что я сотворил в этой игре. У меня есть покемон по имени Андрей.
Догадайся, почему его зовут Андрей? Вот чисто попробуй догадайся. Почему моего покемона зовут Андрей? Моего покемона зовут Андрей, потому что он человек. Я поймал человека. У меня сейчас где-то 8 людей в контейнере для покемонов. И это великолепно. Ебать, 2 мамонта ебашутся. Это как? Охуеть. А что, людей ловить можно? Да, я это сделал. Да, я надеюсь, что не уберут. Но мне кажется, душнилы говна изведутся, просто извоняются безумно, и это будет невозможно в последующем. Так что цените эти прекрасные моменты. Возможностью владеть людьми. Блин, петухи, вы как вообще, нормально? Вы жить, сука, хотите? Я же вас на мясо пущу. Ебать, он ушатал его. Так. Бля, мне пизда. Бля, мне такая пизда. Ебать, мне пизда. Зачем я замахнулся на этого ебаного мамонта? Блять, мне такая пизда. Охуеть. Ну, хотя 11-21 урона. Так, ладно. Динозаурус, выбирай тебя. Ебашь его нахуй. Не, рановато, да? Бля, он убил его. Давай. Жги. Блять, это вообще возможно? Прям в рот. Ну и похуй. Блять, зато я убил мамонта. Мясо мамарест. Качественное масло. Кожа. Ну все, я, считайте, просто... Как называется? Царь покемонов просто. Царь зверей, бля. Да, тратится. Тратится.
Это супер херово. Вот где же, интересно... Зеленого стима? Нормально. Ну, игра реально рофельная. Тоже тратится? Не знал. Не казалось они просто, ну, мысли, как это. А ты игру имеешь в виду или как? Или вообще во вселенной покемонов не тратится? Да какой злой петух, блядь. Давай, ловись уже. Тупое животное. А ты куда пошел? Смотрите на этого кота. Убегает. Stop right there, you criminal scum. Смешно так. Вообще во вселенной игры не тратится. Это только в аниме некладейцы возвращались. Блин, ну вообще как-то... Ну ладно. В принципе, окей. Просто я так... Ну да. Не, я просто прикинул так и подумал, что... Типа, вселенная игр покемонов, она же довольно-таки такая... Имеет уже свою устоявшуюся фан-базу и там прочее. Будет неожиданно, если в этой игре, например, покеболы не будут возвращаться. Точнее, будут возвращаться. Это слишком, скорее всего, окузалило бы игру. Баланс как-то бы сильно похерило бы. И ради того, чтобы как-то нормализовать баланс, наверное, разработ как-то... О, беглец из пустыни, ребята. Он убежал из пустыни. Так. Так. Только я у него с ноги за этой ужасной пустыни, как оказалось, что на этом острове тоже водятся такие огромные палы. Черт, вот бы и мне талант тренера палов. Я мог бы выжить, наловив палов и построив базу. Ты тоже держись, вот возьми, скорее подготовься к защите врагов, ночью тебя сожрут. Не бойся. Не бойся. Все будет хорошо. Чё, блядь? Охранник кого нахуй? О, это полиция! Это полиция! В игре есть полиция! Причем они просто появились и пиздец. Я поймал беглеца из пустыни. Поймал еще одного Андрея. Но это, скорее всего, типа... Не знаю. Надо убегать, короче. Я просто лютый злодей в этой вселенной. Ловлю людей. Убиваю покемонов.
Продолжайте тыкать в меня пистолетами своими, нормально. Я не против, только не убивайте меня. Надо переместиться на базу. Или хотя бы ближайшему. А как мне вот это вот насилие убрать? Что мне делать? Звезд, да, типа того. Да какого хуя? Они просто из воздуха появляются рядом со мной. Чисто киберпанк. О, блядь. Вумпа-ботан. Ну, я думаю, в воде они ничего не смогут со мной сделать. Хотя доплыву ли я? Вот в чем вопрос. Нет, побежали так. Не доплыву. Почему-то думаю, что не доплыву. Рисковать не буду. Лут ценный. Терять нельзя. Блять. Хотя... Они еще... Ладно, отпор им давать не будем. Это, скорее всего, только усугубит ситуацию. А есть полицейский участок? Куда забирает? Ну, не знаю, не знаю. О, кстати, охранник вигилантов понят. Айка, бля. Все, они настроены серьезно, не стреляют по мне. Дело набирает серьезные обороты, ребята. Пацаны. Ручей молодой листвы. Диабрандо, здорово. Дискуссия про Lies of P прошла на ура. Я теперь такой подписчик. Спасибо, Дио. Спасибо большое. Я там еще по Lords of the Fallen обзорчик выложил, но полноценный обзор будет после полного прохождения. Пока чисто первые впечатления. Так. А тут у меня Pal World. Я радикальный маньяк тренера покемонов, который помимо покемонов хочет тренировать еще и людей. И поэтому на меня охотятся вот эти вот товарищи в форме. Потому что я ловлю ни в чем не повинных граждан этого мира. У меня есть покемоны по имени Андрей. Нормально. А, серебряный ключ, нихера себе. На каком языке проходишь? На русском, если вот Lords of the Fallen. Горират. Блин, крутая локация, походу. Так, тут надо найти быстро. Может, ебетесь нахуй. А, носили X2, а, пиздец, ну я так и знал. Нельзя было мне отвечать им. А что, мне просто умереть нужно, типа? Видимо, так. Принять удары судьбы, наказание. Но я это сделаю только при своих, ну, при своих условиях, короче, я это сделаю. У меня будут свои условия данного. О, не-не-не-не-не.
Чё ж ты не умер, а? А тут есть ему мудресня по типу успей забрать покемона, того как числа потом не получишь? Пока еще нет, но я думаю, что они добавят всякое. Я видел видео от Луцая по поводу Palworld, и он провел интересную исследовательскую работу по разработчикам данной игры. И они делали подобного рода проекты, но без покемонов. Они прям вот, знаешь, типа такие. Делали игру наверняка, чтобы она стала прям хайповой. Смешали всякие такие типа трендовые вещи. И просто, ну, получили вот это вот Palworld. Ролл запрыгнуть на полбол при ловле пала. Нет, а что, возможно? Да, они прямо с неба падают. О! Пропало! Я больше не разыскиваемый. Все, ушел в горы. Я ушел в горы, и они такие типа, ну его нахуй, он вообще типа отбитый. Интересно, случайно результат угорнул. Прыгнуть на... Понял, окей. Надо попробовать. Погоди, стой. Я почему-то, знаешь, о чем подумал? А можно ли поймать тебя? Покебол. Мотайте нос, валим в горы. Чисто GTA, да. Так, мне нужен... Себя нельзя, гол прыжок вверх. Ща. Я хочу... О, там яйцо. Блин, я голодный. Так, я хочу... Пикачу. Каким макаром себя ловить? Кинуть об стену, чтобы покебол отскочил и в тебя попал, как, например. Но я думал сначала о том, чтобы в 90 градусов вверх кинуть. Но, видимо, не работает. Он максимум на где-то на 70, на 60 смотрит. А мир большой, да? Ну, такой, да, в принципе, нормальный. Так. Мне нужен fast travel. Но сперва... Блин, мне кажется, я умру, если я прыгну. Чё-то, блин, боязно. Ну, если в воду прыгну, то утону. Ты читал это? Разработчики The Day Before отвергли обвинения в обмане игроков. Мы реализовали все, что было показано в трейлерах. Да, это безопасно, я уверяю. А кто это сказал? Именно эти братья Сайдутова, да? Или чё? Кто это пизданул? О, на тоненького вообще. От студии, ну это явно, короче, Сайдутов. Только у них такое ебанутое эго, видимо.
Ну да. Не, ну только вот такие, ну, явно не сами встали, только вот. Знаешь, встали просто в позу и решили, ну, как-то вот так вот на хейт реагировать. Короче, парни рефлексируют чисто. Они, кстати, эти братья на другую игру пилят на сотик. Ну, им только вот мобильные игры лучше и делать. Простые коммерческие проекты, но им точно нельзя совершенно идти, ну, в нормальные игры, где какой-то смысл есть, где какая-то задумка, какой-то сеттинг, там прочее. Им реально проще намного вот делать коммерческий кал какой-нибудь. Поймай покемон и запрыгни на пал во время ловли. Так, окей, ща, подожди. Гигасфера. Найс. Сейчас. Так, предтищ. Так, а в этом Day Before мобильный интерфейс. Ну. Ну, короче, странные эти ребята. Я вообще не хочу вспоминать про этих странных братьев Сайдутовых. Они вообще... Фу. Они еще и, блин. Они еще и говорят, что все хорошо. Нет, это чистый негатив. Это просто кошмар какой-то. Говорить о совершенно таких вот отбитых, тупых людях. Как все настроение портить. Планер есть? Это покемон? Да, я покемона сделал планером. Планером. Хренаси, самый низкооцененный оценочный за всю историю Steam оказалось, да. Я поиграл эту хрень залпом часов 20. Такая херня и снилась про покемонов. Вот эта игра? Да, она классная. Опа! Так, какого? Я 21 уровня. Так. Я очень сильно хотел поймать людей, которые называют себя адептами организации по защите палов. Они типа якобы защищают палов. Так вот, я хочу, чтобы они защищали палов на моей базе. Gonna catch 'em all, gonna catch 'em all. Сука, я тебе гигасферы сейчас въебну. Не дай бог не попадешься. Блин, чуть-чуть. Так, тихо. Так, похуй на это, мне вот это интересно. Давай, давай. Ну, блядь. Давай. Блядь! Нормально. Уф, поймал. У меня есть свой защитник палов, ребята. Персональный. Арсокс. Блин, ну Арсокс. Арсокс. Не, нахуй Арсокс. А, палы мои есть, но просто они слишком такие. Они прям, сука, любят убивать. Они очень сильно любят убивать. Поэтому
Я прям не хочу с ними ловить кого-либо. Они просто убивают и все. Они знают лишь язык насилия. Не хочу призывать Пала, когда речь идет о поимке. Так. В общем, интересный остров. Я думаю, тут надо найти сначала эту хрень. Во-во-во, вон она. Оно. 280 метров. Близко. Сейчас дойдем. Можно так на все сферы запрыгать. Надо, чтобы не вылезли. Да. Блин, вообще, да. Как будто бы, ну, так получилось. Я такой, типа, ну, сука, блядь, оставайся там. Прижал сферу, чтобы она... Чтобы чел оттуда вообще никоим боком не смог выйти. Так, а тут кто обитает? И эти ребята. Там, в принципе, там, блин, давайте попробуем. Вот, в принципе, сейчас я готов убивать. Так. Ебать, там кто-то... это обычный ламбол, блять. А где мой... Нормально, хорошо. Да, и вот этого. Сюда. Все, заебись. Да, я ловил летающего. Первый день получилось его поймать. Так, монеточки. Так, что это такое? Что это такое? Викси. Я такого уже ловил. Нормально. Зефир, пизда. Это мне в горы надо. Или что? Вон она. А там тоже что-то есть. Ну, блин, на самом деле я мог бы преодолеть горы. Смех смехом, но я теперь жду коллекционную карточку с палами из этой игры. Да. Блять, убегаем нахуй! Погоди, кто голоден? Почему голоден? Давно ничего не ел? Что? Давай мясо чики-пики. Хлеб положим. Блин, что так стрёмно? Почему они не кушают? Видимо, огненный он... Не это?
Другой рацион? Они разные пищу кушают? Буси! Ебать, он, походу, жесткий. После смерти Буси превращается в меч, который передает следующее поколение. Если этот меч возьмет в руки тот, кто... О, Пога. Пога. Блин, это, походу, супер мощный покемон. Буси. Первого уровня. Бля, вы гляньте, у него огонь 2, лесопилка 3. Он деревья рубит почти не... У него... Погоди, у него что, меч? Так. Вот пускай отдыхает. Так, Андрей. Кстати, вот смотрите, где там Андрей? Андрей, наверное, сейчас отдыхает, лежит. Да, вот он спит, Андрей. Смотрите. Вместе со своими друзьями, с новой семьей своей. Андрюха. Так. Надеюсь, мне не приснится моя же колония. Вот это вот. Это вообще ебаная дурка. Назови мной кого-нибудь. А так можно? Так, погоди. Конечно. Мне такая пати. Из болезни. О, смотрите. Говорить? Спасибо за помощь. В последнее время тут неспокойно. Серьезно? А я мог с ними говорить, я не знал. А, я с браконьером могу разговаривать. Так, ну-ка, погоди. Давайте-ка попробуем адепта. Тогда. Там описание редактировать. Так, погоди. Мои палы. Описание редактировать. Подробности. А нельзя? Палпаш. Солнце светит, палпаш. Вот такая доля наша. Описание редактировать. Ну, хз, что-то нету. А чё вшивые людишки не... Да они, блин, вообще никчемные. Смотри. У них только вот это есть. Как его? Они могут только создавать всякие вещи. Вот, например...
Так. Давай создай это. Блин, у меня снаряжение повреждено, кажется. Блин, как меня заебала эта шляпа. Она пиздец вообще не может держать удар. Она ломается все время. Максимально ублюдская шляпа. Так. Truegame.ru. Так. Как поменять Palworld с назыв своим палом? Первое, что нужно сделать, это, конечно, придумать, кто именно можно назвать. А, там edit есть. Ебать, у него катана нахуй. Пиздец, он жесткий. Так, подожди. Это будет мой любимый пал, походу. Альфа пала. Понял. Так. Сейчас, подождите, мне нужно распределить рабочих нормально. Без рофлов. Так, каких я палок поймал? Типа новых. Каких-то новых интересных не ловил, да? Хотя был же какой-то. Мне каменщик нужен. Пал каменщик. Блин. В принципе, кур всех можно было бы забить. Описянки. Каменщик. А я почему-то не могу переименовывать. Как это вообще? Партия. Мои палы. Ну, скорее всего, это. Да, партия. У меня почему-то нету. Вот тут она должна стоять. Как только уровень поднимется, можно действовать. Так они у меня, ну, максимально.
Жесть. О, смотрите. Делают металлические эти. Так. Технологии, давайте. Оно, ребята, оно! Я наконец-то дошел до пушек. Так, порох, так. Оружейная мастерская, гигасфера. Огнестрел, да. Пастбище свиданий? Помести сюда по одному топам. Требуется пирожное. Что? What the fuck? О, ковры. Котелок. Так, что мне нужно для прокачки базы? Ну-ка. Термоконтейнер. Так. Термоконтейнер. Сейчас, подождите. Холодилка. Теперь ты шотать, Павлов. Ну, посмотрим. Может быть, не буду шотать. Хуява, смотрите, что делает. Буси. Ты людей пытался плодить? Что? А, у меня же беглец из пустыни есть, кстати. Ха. Ну, готовить пошел. Нормально. Так, ща. Так, что это? Бля, я что-то хочу сделать. Но не знаю что. Совсем запутался. А, да. Термоконтейнер. Термоконтейнер. Но металлические слитки нужны. Термоконтейнер. Блин, опять металлические. Блин, все, металлические слитки упираются. Так, надо добыть как можно больше. Так, надо слитки оставить сначала. Сколько элиток? Сколько у меня элиток? Сейчас, подожди. Блин. А. Ну вот один. И боссы 3. По идее еще... А, ну да. Ну, вот этих вот элитных стоило бы взять, наверное. Акваджет, ледяная ракета. А, мне вот этот по-любому нужен, кстати, совсем забыл.
Игра за 2 миллиона игроков перевалила, ебать. А чё, получается, она уже обогнала Counter-Strike? Топ-2. Охуеть. Однако. Так, котейки, короче. Идите работать, катаны. На рудники. А, ну вот еще вот. Пенкинг. Тоже, да. $4 миллиона копий? Нет, ты не понял, это онлайн. Понимаешь? Ты куда страшнее. Это типа, сколько людей играет на данный момент. Ну это дохуя, блядь. Ну, типа, да. Блин, охереть, у меня много камней. Нахер иди. Так. Так. А, кто-то умирает. Истощен, легкое ранение, депрессия. Понял. Есть у меня одна идея, что с ней сделать. Но... Я думаю, вот чисто, знаете, как... не как... ну, в общем... Да. Как фермер, вот думаю, да, вот как фермер. Да. Бля, ну какая же хрень. Она там застряла и не может спуститься, и там как с голоду умирает теперь. Беги кушать. Так, палсфера. Так, окей. 5 штук. 15 штук. Палзиум.
Да, болезнь ловли покемон захватила и нет, потом СМИ начнут свою шарманку из-за этой аморальной игры, дети опять с балконов повыбрасывались и творят херню хернёвую, ну и все в этом духе. Возможно, да. Я помню, была на хайпе игра на соте Pokemon Go, по ней тоже люди с ума сходили, ловили этих покемонов, мне кажется, что-то не то с этим покемоном, я тоже ловил. Гнался за псайдиком, чуть под велик не попал. Это просто тупо небезопасно, понимаешь? Ну, типа, да, ну, такая себе тема. Просто несовместимые вещи они решили совместить. Так себе получилось, конечно. Блин. Сука. А есть ли как технология металлического карьера? Типа. Не металл, цемент. Цемент. Ну, это интересно. Мега пистолет гарпун. Я даже этот пистолет гарпун не сделал. Ну, поясной фонарь, нихуя. Дешевый пистолет. Короче, что-то я жестко вату катаю. Блять, вот пиздец. Надо бежать, короче. Пошли. Надо металл. Вот, сейчас 40 руды надыбаю. 40 руды тут. Блин, вот от чего-то у меня чел стал как-то очень бодро работать. 10 тысяч бабла, кстати. Может быть, стоит пойти в поселение, попробовать купить что-нибудь интересное. Хотя что мне могут предложить? Ну, разве что покемона. Ебать, мне, оказывается, кровати-то не хватает. Я совсем забыл об этом. Так. Сорян, товарищ покемона. Сейчас, все исправим. Гетто, ребята, гетто. Так. Вот, 13. Так. Привет, Джей. Воздушная гриндилка и до тебя не добралась. Ну, она нихуя не душная. Она ебать веселая. Смотри, у меня 12 пойманных людей. Я вообще-то тут, ну, интересные вещи делаю. Я людей ловлю. Вот, беглец из пустыни, к примеру. Я с ним даже болтать могу.
Особенно берегись гигантских палов в легком бронировании, они тебя мигом прикончат. Да, как скажешь, как скажешь. Так, сейчас давайте-ка он, пускай у нас начнет работать. Пускай приготовит мне сферу. 15 штук. Да, вот бежит, бежит, бежит. Подозрительно русские имена. Ну что ж, ну так получилось, так получилось. Вот Андрюха. Работает. Так, надо камней. Нам надо камней. Блин, вы чем заняты, ребята? Камни добывайте. Лол. Я играл за желтую команду. И у нас во дворе была одна точка на статуе, где можно файт забить синим. Тоже лазил каждое утро, ночью синий выставляли, своих отбивали. Я играл в Pokemon Go до того момента, когда на статуях начали появляться покемоны. Я чё, больной по статуям лазить, типа, тупо удалил. Необычно покемоны неплохо заходили. Ха. Я, кажется, не до конца понимаю, как это в смысле на статуях. Так. Холодильник. Давайте холодильник поставим вот тут. Четыре минуты. Или что? А. Мельница, пшеничная плантация и котелок. Мельница, пшеничная плантация и котелок. Мельница есть, пшеничная плантация есть. Так, котелок. Металлические слитки. Так, пшеничная плантация, ребята. Йофлекс, здорово. Как дела? Да хорошо. Вот тут вот видишь собственную базу с покемонами тут развиваю. Так, давай-ка иди сюда. А еще что самое главное, Йофлекс, смотри. У меня 12 пойманных, совершенно здоровых и крепких ребят. Люди. Я ловлю в покебол людей. Да. Кто бы мог подумать, что это возможно. 12 друзей. История о том, как я завел друзей, да. Спасибо за фоллоу, Йофлекс. Большое спасибо. Вот так вот и надо заводить друзей, да. Учитесь. Это на самом деле просто нужен покебол. И все. Так, давайте-ка лучше обезьянок закинем. Они куда лучше будут, чем люди. Люди так, чисто по... Я людей ловлю чисто по рофлу. Ради прикола. Второго я поймал в покебол. Ради прикола. Так. Сейчас.
Блин, он прожорливый такой. В прямом наводишь камеру на какую статую, он скот сидит прям на ней. Хочешь поймать, надо подойти ближе. А зачастую это ближе на самой высокой этой ее точке. Подходишь вплотную, хрен не поймать. Бля, ебать. Понял. Жесть какая-то. Так, нужно металлические сетки. Блин, я вообще хочу... О! Полип нужен. Ну, сейчас вот эти ребята должны заняться этим. Вот я и забил. От того, что я ленивая жопа. Не, от того, что ты просто человек разумный, наверное. Типа, блин, ты чё? Лезть куда-то, блин, на статую. А потом, вот, знаешь, в чем прикол? Самое минимальное, что может случиться, ты просто, ну, упадешь, поранишься, да? Сломаешь себе что-нибудь. А самое, что вот еще худшее, что может быть, эта статуя кажется, блин, ну, ничем иным, как, например, не знаю, статуя, типа, посвященная Второй мировой, там, героям Второй мировой. А ты такой на нее лезешь и пиздец, оскорбил всех и вся, и тебя все уже отправляют туда, на места не столь отдаленные, так сказать. Так что, да, вот с этим прям, ну, такое. Нельзя. Один вообще просто тупо зашел в церковь и потом отлетел на несколько лет. Здоровый, блин. Ах ты мразь. Я убил тебя. И убил тебя. Всех убиваю. Но я не хотел убивать, если что. Так получилось. Блин, а вот это вот что-то я, да, переборщил. А, вот, руда. Уи, нормально. Один залез на военный объект за покемоном. У нас радар покемона не работал от слова совсем. Военный объект. Да уж. Люди, интересно, конечно, мыслят. Найс, металлическая руда. Так, все. В принципе, можно возвращаться. Вот бы еще какого-нибудь другого покемона
более шустро, вы знаете. Полноприводного. Видел, что с Telegram и WhatsApp произошло? Да, видел. Они не работают? Нихуя. Они просто не работают. Без VPN. И пока я, по крайней мере, не видел каких-либо вестей о том, что послужило этому причиной. Но, возможно, этому причастно... Ну, конечно же, причастны Роскомнадзор и, скорее всего, Генпрокуратура. Но они пока вроде как, насколько я знаю, никаких официальных заявлений не делали. И поэтому хер пойми, что вообще. Иго робит на пипец криво. Разве? Не, у меня вообще не пашет. Ну, здесь якутский, по крайней мере. О, боже мой, этот Иштяндр, или как его там звали, пиздец. Да он умрет сейчас. Говорится, надо как-то отсюда вот эту вот тему убирать. Ставить в другое место. Так, давайте-ка... Вот, лесопилка. Лесопилка пускай будет здесь где-нибудь. Только что базарил ПТГ. Ну, ты, наверное, через телефон по VPN. По VPN. Вообще. То. Да, по VPN он работает, но я вот имею в виду именно без VPN, чтоб работало. Так, нормально. 4-й уровень поимки палов получил. Это довольно-таки высоко. Кстати, надо бы усилить пала. Мне вот этот буси безумно нравится. Он супер крутой. Без VPN. Ну а где ты? Ты в Ну, точнее, в России или где? Блять. Так, мне вот сейчас вот, к сожалению, хейт уничтожил игру. Боже мой. Блин, вот кажется, как будто бы вот надо делать видео по этому поводу. Знаете, это у меня такое ощущение.
Ты Бренда Кимберли в чате? Но там ничего не написано. Там единственное, что 3 буквы. Ты где пишешь вообще? СПБ. А, нет, Александр Григорьев. Ага, вижу. Все. Но у меня VPN. Не знаю. Если у тебя окей, то это, ну, нормально. Просто это как-то так работает, я хз. Так, мельница. МСК тоже работает в ТГ. Но вот здесь у нас в Якутске вообще не пашет. Только через VPN. Так. Это, конечно, интересно. А какого хера? Так, котелок. Ну, прям чисто, знаете, шашлындосы, вся херня. Давайте его вот где-нибудь тут поставим. Посередине практически. Глушилки. Но мне кажется, да. Тут какая-то тема пошла. Такая стрёмная. Так, ну-ка. Горе-рад. Едрить. Какой-то мега жесткий. Гориллыч. Мастервиты грубые. Так, давайте вместо нее. Так. Вот, вместо этой лошади ебаной. Вы гляньте на эту машину. Нормально, работается нормально. Так, хорошо. О, оружейная мастерская. Вот это я только за. Давно хотел создать оружейную мастерскую. Так, сейчас. Надо слетать до месторождения браконьер новичок. Я просто убью его. Что это было? Почему он мокрый? Чё вообще? Он блеванул и умер, или что это было вообще? Непонятно. А. Так, окей.
Блин, сейчас мушкет сделаю. Интересно, насколько сложно делать боеприпасы для все, ну, там порох требуется. Рубка деревьев. Бедные котейки. Так, что по камням вообще? О, пистолет гарпун. Ну, блин, так-то на самом деле надо бы делать пистолет гарпун, который мега. $20 металлических слиток. Дальность действия увеличена. Ага. Ну, это я, по крайней мере, сейчас могу сделать и попробовать. Давайте попробуем чисто. Сам принт дизайнил на футболку. Я спрашивал уже. А, да? Не. Просто он такой продавался. В Таиланде. Прикольный. А так, ну, такой вполне себе, да, можно делать. Я дизайнил другую футболку. Надеюсь, она у меня где-то есть. Там с черепашками ниндзя. Но в том месте, где я его создавал, короче, прикол был такой, то что они не хотели его делать, потому что там авторские права и там прочее, там типа с Warner Brothers на тот момент, типа, они боялись таких моментов. И просто, знаете что, я нашел картинку, где черепашки-ниндзя были одеты как советские солдаты. И они сидели у костра и курили папиросы. И я, ну, вот это вот использовал. И они такие, ну, блядь, ну, как бы нормально. Не могу доебаться. Все окей. Но я думаю, сейчас в России вообще поебать вот на эти авторские. А так, на тот момент, да, типа, насчет этого люди беспокоились. Сейчас, скорее всего, просто, например, можно взять изображение, наверное. Там черепашки, вот ниндзя или что-нибудь типа того. И потом подписать под ними не Teenage Mutant Ninja Turtles, а черепашки, ниндзя, подростки и все такое, не знаю. Что-нибудь другое написать. Мне бесит, когда я захожу через VPN. Ну да, вообще нихуя не весело. Как-то, ну, костыльно и неприкольно. Так, я не понял. А кто, сука, занимается... Так, мне нужны огненные. Бегущий от проблем. Умелый бегун. Давай. Я не понимаю, а кто занимается этим? Почему всем насрать? Иди сюда. Дом построил. Нормально. Требуется разжигание огня. Че-то я не понял прикола.
Так вот же поджигатели огня. Что не так-то? А. Читал недавно, говорят, что еще не поебать, все-таки в суд подают. Но суды лояльно относятся, но могут и привлечь. Не скажи, канал Ю до сих пор замыливает все и все, беременна 16, например. Да ладно. Все, что узнаваемое, мылят, стал посадить сына и... и и родить дерево. Да. Именно в таком порядке. Да. Так. Посадить сына и родить дерево. Блин, мне эти нужны. Кто долбит камни? Кто-нибудь долбит камни? О. Этот котейка долбит камни. Так, кто еще долбит камни? Я думаю, долбит камни. Хотя, ну, вот это вот нормально, кстати. Она, по-моему, мне как раз-таки для огнестрела и нужна. Человек у тебя тупо нахлебник? Ну, по сути, да. Ну, и я бы сказал, что человек здесь тупо, ну, трофей? Порох. Понимаю. Окей. Окей. 25 металлических слитков нужно. Так, мне освещение нужно. Так, стационарный факел. Настенный факел. Что-то смотрю, Надеждина форсит сильно соперник Путина. Ну, вообще-то, на самом деле, как бы то ни было, при нынешних при нынешней ситуации вообще пиздец стрёмно, по идее. Если уйдет Путин. Это как-то, блядь, хуй знает. Чисто... Зачем еще напугать может? Да. Уже, по-моему, хуже некуда. Но хуй знает. Всегда может быть хуже.
Возьмет просто ёбаная Америка, придет с демократией своей и начнется. Нихуя. Ускорение работы. Окей. Спокойной ночи, Флекс. Куда он идет? Какой склад баварской пить будем еле? Алло, плохо что ли? Ну, хз. Я надеюсь только лишь то, что... знаешь, вот будет хорошо, если... оставят возможность, ну, точнее, не то что возможность, а скорее оставят вот эти вот все социальные выплаты и там прочее и так далее. Медицина останется бесплатной. Вот, в принципе, вот по социальной стороне и всякой такой вот штуки, вот именно по образованию и тому прочее, и так далее, и так далее. Все, в принципе, окей, как мне кажется. Но в плане именно доступности. Понимаешь? Меня вот эти вот моменты парят. Если эти моменты упразднятся и их не станет, то это, блядь, такое себе нахуй. Типа станет, как в Америке, все платно, вот это вот, ну его нахуй. Такое себе. Это социалка нашей налоги. Ну вот. Так и ЗП будут американские. Ну, как бы то ни было, все равно стрёмно, понимаешь? Эти... перемены. Ну, я не сказал бы, что плохо. Мне, например, заебись. Вполне себе комфортно себя чувствую. Это при том, что я на данный момент без работы и так далее. Социальные выплаты пиздец спасают. Выручают очень сильно. Разве что плохо, конечно, как у нас ипотека устроена. И так далее. Колония Америки, алло. Машем. Классический машем. Так. Челы проснулись. Начали ебашить. Так.
Масон знает право. Америка колония Британии, а мы чё? Мы никак не можем быть колонией Америки. Если серьезно. Так. Потрепанное чучело. Жестко. Дохуя огня. Еще металлических этих нужен. Так. Ну-ка, полетели. Битно. А что один пингвин больше, другой меньше? Один пингвин босс, а второй обычный. Я его в данжене победил. Сейчас вот такой вот данж тоже иду. Обитель бесстрашия. Так, нормально. Так, главное мне с лифманком. Вроде как должен. Блять, ебать. Ну, не сказал, что я справлюсь. Вполне себе, да. Как будто бы можем. Давай сюда. Блять.
Блин, как бы не умереть, а? Блять! О, господи, поймал. Слава нахуй богу. Чуть не угрохало меня. Поймал. Да, в жопу такой РЛ, она мне, конечно, нравится, но я не займусь тем, что я хочу, если только в свободное время. Да. Блин, надо бы пойти спать на самом деле. Блин, игра, сука, увлекательная. Очень. Очень увлекательная. Просто преступно увлекательная. Вот хочется дальше и вот заниматься всем этим вот. Ловли этих покемонов, вот понимаешь. Это действительно, блин, сука, да, весело. Это очень весело. У меня еще кошка появилась. Привет, таксист. Здесь же покемоны, а не Хогвартс. О. Ну вот такой вот я. Разрываю шаблоны и какаю на рамки. Вот так вот, да. Вот так вот и живу. Вот так вот и живу. Шляпа из Хогвартса, да. Нашел чертеж этой шляпы и создал ее. Вот так вот. Да. Называется как ведьмовская шляпа. Просто ведьмовская шляпа. О, вот они. Надо сейчас как можно больше металлической руды. Сейчас, ребята, создадим мушкет. У меня, сука, будет огнестрел, я вам говорю. Я работал на прошлом месте 10 лет. 10 лет. И ненавидел этот физический труд, а потом стал относиться к этому иначе. Я ходил не на работу, а послушать аудиокнигу, чтобы поднять себе... Чтобы поднять себя с кровати, представлял, что я не на работу иду, а прогуляюсь. Покурю сигарету, искал для себя крохи стимула. И это работало. Прикольно. Я ловил уже. У меня дохера народу в покеболе. Точнее, ну... Там вообще. Сейчас покажу. Я даже мирных людей ловлю. Для меня нет преград. Да. Их даже можно забить. Так, где там? Вот, например. Это, кстати, мирный человек был. Он просто сидел у костра, базарил о том о сём. Типа... Вот он. Хороший беглец из пустыни.
Вот поглажу сейчас его. Вот, гладим его, там, не знаю. Ну, это выглядело так, как будто бы я ему отсосал, но я его погладил. Вот я ему хлеба дал. Так, ну беглеца я не хочу рубить, это все-таки мирный человек. Давайте какого-нибудь браконьера-новичка. У меня еще наемник-здоровяк есть, если что. Вот, хрупкие кости, браконьер-новичок. Вот, отлично. Этот парень сегодня видит рассвет в последний раз. Вот так вот. Да, вот так вот и живем, ребята. Человеческое промышляем. Ну... Главное, что, ну, не в промышленных масштабах и не всегда, так что прошу не осуждать. Какое мясо из него выпало? Примитивные патроны называется и палсфера. Такое вот мясо. Угу. Так. Ну ё-моё, этот мелкий так долго делает. Так. $20 нужно. Так, порох, по-моему. Ну да, хотя бы порох сделаем. Даже не зажарить, да. Ты типа расстроен, блядь? Что нельзя полноценно разделать человека и скушать? Жесть. Да. В Римворлде можно. Ну и Римворлд. Там и визуал не такой. Как бы там нет такой. Мне вообще не нравится Римворлд. Вообще типа эскаписты и вот это вот все. Вот этот вот душный менеджмент. Мне вот реально нравятся игры, где ты напрямую управляешь персонажем. То есть вот непосредственно им ходишь там, что-то делаешь, там прочее. Если уж менеджмент какой-то есть, то, ну, такой менеджмент вот реально прикольный. Типа ты просто раскидываешь челиксов, и они сами что-то делают. Или даешь им прямые какие-то распоряжения, и нормально. Вот это реально прикольно. Кальп снять тоже жестко. Conan Exile тоже выживающий с рабами. Можно было отпиздить его товарищей, его же рукой, ногой, а потом все на мясо. Жесть. Conan Exiles, это, конечно, походу, да.
Блин, всего второй день играем, и уже, в принципе, неплохой прогресс. Уже огнестрельное оружие есть. Нормально так развились технологии. Более-менее окей. Поднимаем местную нашу инфраструктуру, так сказать. Даже людей поймали, ребята, людей. Это, между прочим, не хухры-мухры. О, мушкет пошел. Огнестрел, огнестрел. Так. Мне этот пал работает на удаленке. А вот он. Ну как людей? Один человек. Эдем ты так не построишь. Ну. Все-таки надо создать скрещиватель вот этот вот. Надо построить его, да. Я его, сука, построю. И это будет эпично. Я туда засуну 2 людей. И это будет максимально проклято. Это будет супер проклято. Блин, вот так моментик. А, нихера, шайни. Тут и думает, что так шумит? Святой лампол. Ебать, ты страшный. Ты давай не пизди, ловись и все. Вот и все. Счастливый. Угу. Успешная поимка. А так, если подумать, мимо такого-то хрен пройдешь, как будто бы. Он жесть шумит же. Редкий покемон.
Так. Так. Вес от оружия все увеличивается и увеличивается. Ебать, как долго нахуй. Я ёбнусь, пока буду перезаряжать его. Пять тысяч урона, мамочки. Но я реально так, ну, я не знаю. Какой-нибудь покемон вообще выживет от такого? Вряд ли, да? Ну, я думал, как-то он будет проще сделан, скорее всего. Типа игровая условность, и херня, знаешь. Так. И что-то я хотел. Я что-то хотел. И что-то хотел. А, да. Так, еще один слиток нужен. Так. Блин, у меня почему-то стрелы есть. Также еще эти огромные брончерри. Запах от опал сильно меняется перед спариванием и после чего? Так, какой-то странный пал появился у нас. Перегруз любви. Это что такое? Он типа жестко пакается? Охереть, он здоровый.
Окей, прикольно. Тырик-тик-тик-тик. О боже, ты там торчал всю ночь. Он ушел отсюда. Вышка надзирателя. Вот так вот. Сейчас вышку надзирателя поставлю. Блин, что с этой котейкой? Котейка. Уснул из-за стресса. Ебать. Что-то жестко. Надо бы... Блин, а где технология мягких кроватей? О, мягкая кровать пала, вот она. Ткани. Блин, ткани, да? Да вы тут как оверлорд сражаться должна. Он меня впервые жутко было, когда випись на мою базу. Кто? Вот этот вот здоровый? Ебать. Представляю. Не ядрить тут древесина.
Тут нужен рядом деревянный сундук, короче. Очевидно. Вот так-то лучше. Here we go. Подожди. Буси. Ну, это так, профл, видимо. Вот Лифманг. Мой пулеметчик. Вот это еще прикольный. Ощущение, что он застрял. Да, так и было. Отлынивает от работы. О! Полволкался. Хангю. What the fuck? Кто такой Хангю? На что он способен? Ну такой. Жалко, инфы никакой нет. Но, в принципе, может быть, что-то тут есть. Его огромные руки разрывают даже железо. Раньше существовала жестокая казнь, когда совершившего тяжкое преступление привязывали на городской площади и отдавали на растерзание этому палу. Ебать, да что за тут... Вообще кошмар какой-то. Так, лучезарная улыбка не сходит с уст этого пала. Иногда Катя завязывает ему щупальце узлом ради шутки. Только в такие моменты его лицо скажет зеленая геомасса. Ночной охотник, вытаскивающий добычу в свое логово. Нетрудно представить, какая судьба ждет пойманных палов. Вдыхая чешуйки его крыльев, можно испытать высшее блаженство. Все попытки усилить контроль встречают сопротивление организации по защите палов. Блин, вот это вот, конечно, жестоко. Вот это вот дерьмо вполне себе может быть источником наркотиков, типа, знаете, в этом мире. Нифига себе. Блин, вот это страшный чел тоже. Я в своих переминал так, что и как их там у тебя... У меня COVID-19, кот, ебейший, лис, огонь, чума, остальные оспы, малярии вроде бы. Офигеть.
Ну, прикольно. Грозный пал, несущий взрывающиеся яйца, обычно используется яйца как оружие, выстреливая ими из-под хвоста. Но в безвыходной ситуации взрывается сам. Ха! Нифига себе, от него порох падает. Интересно. Вот это вот очень стрёмный типа пал. Обладает интеллектом 5-7-летнего ребенка. Способен быть хорошим напарником, но зарегистрировано немало случаев убийства хозяина особями, освоившими оружие. То есть он с автомата убивает своих хозяев. Типа, ну, может такое быть. Тут если почитать некоторые эти описания палов, то могут, да. То да, стрёмно это может быть. Из своего угрюмого взгляда имеет мало друзей, но обладает добрым сердцем. Можно увидеть, как они делятся едой с отбившимися от стаи палами. Виксити да соврать. Так. Мягкая кровать для палов. Аллах бабах. Не знаю. Ну, видимо, слово петух в запрете. Странно. Или слово бабах, я не знаю. Ядреть, много патриков много. Так, пускай делается. Видимо, сочетание плохое. На всякий случай осуждаю. На всякий случай осуждаю. Хуй его знает, что там. Так, Кинг Пака. Надо бы сейчас попробовать этого Кинг Пака поймать. А, ну он тут прям супер близко же, этот Кинг Пака, да. Помнил его. Угу. Вот она, эта здоровая хуйня. Блин, соточка урона нормально прям.
Бля, какой же ты, сука, здоровый. Пиздец. Да перезаряди уже этот ёбаный мушкет. Пиздец, ну и урон, конечно. Блять. Мать твою, я по дереву ударил. Да ёбаны. У меня тут кошка лежит просто. Да епта. У меня кошка спит прямо на коврике. Блин, ну это ружье слишком мощное для рядовых палов. Очевидно. Давай попробуем. Да. Блин. Давай. Сюда, сюда. Нормально. Куда побежал? Куда? А, ну да, вспомнил это поселение. Ну, винтовка прикольная, хорошая. Конечно, перезарядка такая себе. И что поделать? Это же все-таки мушкет. Это же все-таки мушкет. Шляпа. Пятыч. Корова, Мазарина, дойка.
Это молоко, да? Хотя, с одной стороны, зачем? А нахуя ему эта хуйня? Ты чё, типа, палов убиваешь или... Что за хуйня? Зачем ему это? Господи, я не понимаю. Охереть. Так, ну погнали. Нам всегда нужно дохера металлической руды. Так, что там по боеприпасам? Нормально, 50 сделали. Молодцы, молодцы. Погоди, что? О, она снова появилась. Так. Блять, вы конченые, да? Блин, какие же не конченые. Они просто убили ее. Когда-нибудь я ее поймаю. Так, и кто тут у нас? Кто родился? Кто родился? Думат. Едрить. Что-то новенькое. Ну это прям вот веселый лутбокс, да? Вот это веселый лутбокс. Покемонов. Вытаскиваешь. О, вот этот парень нам нужен. Карьер его. Ёпта, это рыба. Ну все, на карьер. А как он? Что он делает? Вот так вот, да? Нормально.
Гигасфера. Блин, вот думаю, может быть, кормушки еще поставить какую-нибудь. Так. Вторую кормушку. Еще себе хлеб. А. Круто. Боже мой, Moss Summoners Wars, да, Стелли, ты ходишь за пэтами, приручаешь, я не воюю за тебя. Первая Blast Online. И первая Blast Online. Ее засрали, но у меня был крутой лев. Но почему не 2К онлайна? Ну, потому что тут... Весело? Типа, очень много всяких разных приколов, типа, не знаю. Милые, прикольные вот эти вот покемоны. Они очень похожи на покемонов и так далее. Маус Рейдж, привет. У меня ровно в этом же месте база. Ну, блин, нормальное же место. Отличное. Правда, конечно, иногда вот эти вот сраные камни мешают, бесят, но что поделать. Уже привык. Так. Что-то я хочу сделать. Технологии посмотрим. Так, шоковая дубинка, электрический орган. Малоежка. Так, мне походу придется поохотиться на покемонов, у которых электричество. Так, кинг пока. Ну, я думаю, от ветхой церкви полетим сюда, а потом отсюда сюда. Я тоже в душе усатая девочка. Да? Вот так вот. Ага, каменоски. Ебать. Как же это жестоко. Блин, эта винтовка очень мощная. Безумно мощная. Это реально просто... лютый бред. Фембой. Фембой. Не, ну он как бы то ни было, все равно прикольный. It's okay. It's okay. Блять, поймайся, пожалуйста. Жесть и злой.
Ладно, где там? Блин, один вырвался. Угу. Так. Ну, в принципе, кстати, да, нормально. Новая точка быстрая. Новая точка быстрого перемещения. Так. Опять в выносливость идем. Это нам надо. Вот он близко. Так, волки, ламболы. Так, что это за хрень? А, обезьяныч. О, браконьер, новичок. Есть! Какой же он, сука, мощный. Да, я ловил, ага. Скорее все примерно в один день это выяснили. Я сегодня тоже это выяснил. Я такой стою, сражаюсь с браконьером, только думаю, а что если... И нано поймал. Можно ловить вообще всех, любого человека. Мирного, не мирного. Также, если ты будешь нападать на мирного, то есть, ну, пытаться его закинуть в покебол, а потом еще и попытаться, ну, сделать это самое. Блин. Торговца можно? Думаю, что да. Я уверен, что да. Но просто торговец 30 уровня. И для этого надо иметь соответствующий уровень, скорее всего. И хороший покебол. Вот гига покебол, мне кажется, с этим должен справиться. Нифига себе. Ну, как сказать? Ну, такая, да. Ебать, это же... Погоди, я его случайно не убью? Так, вроде нет. Блин. Есть.
Почти у каждого покемона он есть. Насчет этого покемона не знаю, но... Выглядит так, что у него есть голова. Во, есть. Хедшот, блять. Блять, это какая-то другая хуйня нападает на меня. И куда ты ушел? Что? А, это я слишком далеко был. Ну, я думаю... я надеюсь, что хп у нее не фул. О, нормально. Пока, таксист. Я тоже сейчас пойду спать скоро. Сейчас вот поймаю этого покемона. Опа! Найс. Найс, найс, найс. Спокойной ночи, ребят, кто уходит спать. Так. А, вот и короче. Блять, стой. О, хорошо. Чревоугодник. Ебать, это как? Да перезаряди, ёб твою мать. Начальник рудника. Халтурщик. Когда я выйду, я же начну прямо отсюда же, да? Получается. Если выйду, получается. Так. Но лучше с базы. О, так, новый покемоныч. Лифман. Окей.
Горячее молоко. Да ладно. Активация, бля. Не, ну им пиздец, если честно. Но их много, кстати. Ебать, их много. Да. На убой просто пришли. Чисто умереть. О, снова она. Бля. Это я зря. Нихуя ты даешь. Окей. Нихуя. Это, блядь, пчела нахуй. Копьями.
Опять они. Нихуя себе, они взрываются еще. Ты еще нахуй издеваешься? Наконец-то. Нормально.
А тут есть эмоции, типа. Угу. Нету, окей. Ну всё. Ugh. На сегодня хорош. Капец. О, боже мой. Блин, надо было намного раньше закончить. Всё. Давайте заканчивать. Все, ребят. Всем пока. Всем пока. Спокойной ночи. Всем спасибо, кто был. Спасибо за то, что посидели со мной. Хорошо поиграли. Завтра, скорее всего, стрим будет вечером. Но как бы то ни было, скорее всего, в Дискорде и также продублирую в Телеграме оповещение о стриме. Так что так. Будьте в курсе, если что. Завтра ближе к вечеру. Пораньше стрим завести не получится. Всем спокойной ночи. Пока-пока.